Друзья, здравствуйте. Как меня слышно, как меня видно? Поставьте плюсики, пожалуйста. Ага. Так, окей, отлично. Тогда мы с вами начинаем. Значит, смотрите, тут бывает иногда в программе такие штуки, что изображение пропадает. Это случается иногда у всех сразу, иногда у кого-то по отдельности, спонтанно. Поэтому вы этого не пугайтесь. Все, что вам надо, это обновить страничку. И тогда все наладится. Жизнь наладится, трансляция наладится, знания снова польются на вас рекой. Итак, еще раз. Может быть, кто-то прослушал. Иногда пропадает трансляция в этой программе в Proofme. Вот. Это не должно вас смущать. Для этого вам надо просто обновить страницу. Так, давайте познакомимся для начала. Поставьте, пожалуйста, единичку те, кто проходил у меня тренинги, двоечку те, кто знаком с системой векторов, но не проходил у меня никаких тренингов, и троечку, кто вообще не знаком ни со мной, ни с системой векторов, вообще впервые в жизни во всем этом участвует. Окей, все представлены у нас. Все три группы. Так, тогда вкратце, чтобы вы понимали, чего ожидать от этого нашего мероприятия. Значит, друзья, особенно те, кто впервые столкнулся с этой штукой, хочу обратить ваше внимание на то, что вы сейчас прикоснетесь к новой психологии. Можно так сказать, психологии рубежа тысячелетий. Да? Она родилась в конце 20-го, в начале 21-го. Стала активно распространяться. Вот. Не без скандалов, не без всяких таких эксцессов. Вот. Но, друзья мои, нам предстоит с вами трехдневная встреча по 3 часа каждый вечер, 3 дня подряд. И особенно те, кто никогда не сталкивался с этим знанием, я могу сделать вам довольно громкое обещание, что по результатам этих 3 дней вы научитесь понимать человека с полуслова. Буквально чувствовать, что он переживает внутри. Причем это будет происходить невероятным образом, спонтанно, само собой. Вам даже не надо будет прилагать усилий. Вот примерно так же, как вы различаете цвета. Да? Вон белый, вон синий, вон зеленый, вон красный. Вот дайте мне, пожалуйста, красные тапочки. Заверните мне, пожалуйста, белое полотенце и вот еще вот серебристую BMW, например. Да? У вас это элементарно происходит. Различение по цветам. Вот точно так же вы начнете видеть людей. Для тех, кто уже знаком с этой системой, я думаю, что тоже будет довольно много интересного. Я чуть-чуть подробнее расскажу вам более детальный план нашего с вами тренинга. Будет ли запись? Да, какое-то время запись будет в общем доступе. Так что если кто-то не успевает, если у кого-то сейчас 4 утра, как мне написали куда-то только что, вот недавно я смотрел, все в порядке, успейте, посмотрите. Так, ну что, давайте я представлюсь еще, да, перед тем, как мы начнем и погрузимся в тему, еще буквально 5 минут я потрачу на то, чтобы рассказать вам о том, кто я и откуда, и почему я вообще сейчас с экрана собираюсь рассказывать вам о системе векторов. Значит, меня зовут Вячеслав Юнев. До 27 лет я строил карьеру в области финансов. Строил я ее довольно успешно. В 27 лет я ушел в область саморазвития. И на тот момент я занимал позицию
финансового советника при вице-президенте компании Йота Родионе Шишкове. Это довольно высокий уровень. Йота уже на тот момент была международная компания, еще до того, как ее поглотил Мегафон. Все это дело было. Родион Борисович Шишков на тот момент, и сейчас тоже, он входил в русский Forbes, как совладелец миллиардной долларовой компании. Вот, и трудился на благо Родины в составе компании Йота, а я в его команде. После этого он ко мне приходил на тренинги уже вот в этой моей бытности. Да, у меня есть тренинг, например, где он отвечает на вопросы моей аудитории. То есть, ну, я довольно хорошие отношения сохранил с той своей прошлой жизнью. Но, тем не менее, перешел в эту, в новую, где на данный момент веду тренинги, занимаясь своим развитием, развитием других людей и использую системный подход. Значит, в чем фишка системного подхода? Я часто о нем говорю, но это сложно объяснить вот так вот на пальцах, да? Поэтому я приведу вам просто пример. Вот была такая знаменитая крепость Измаил. И, как вы знаете, брал ее русский полководец Александр Васильевич Суворов. Вот в каком-то смысле Измаил был взят быстро, нереально быстро, потому что был использован системный подход. Да? Что такое системный подход? Это рассмотрение со всех сторон. Вот Измаил взяли как? Одновременно нападали и с воды, и с земли, и с кораблей, и через рвы, и на стены, и в ворота. Да? То есть массированная атака со всех сторон. Ну, самолетов тогда не было, поэтому обошлось без этого. Так вот, то же самое примерно делается с помощью системного подхода. Проблема рассматривается объемно. И, соответственно, когда ты за нее берешься, она решается сразу и на уровне ума, и на уровне эмоций, и на уровне решений, и убеждений, и действий, и ощущений тела, то есть со всех сторон. Поэтому это дает крутые результаты. Например, один из самых крутых результатов, точнее, не один из, а вот просто какого уровня результата на данный момент я могу давать. Да? Ну, например, обращалась пара, где женщина была сильнее мужчины, да, то есть в женщине была сильная мужская энергия. И речь шла не просто о каком-то изменении, а о смене сценария жизни. Вот. И, например, мне удалось поменять его настолько, что они долгое время не могли забеременеть, потом уехали с тренинга, произошли изменения, и через несколько месяцев, например, у них появился ребенок, что было и для них, и для меня большой радостью. Вот. Или, например, приходит человек и говорит, что я, например, пою, у меня прекрасный голос, но я стесняюсь петь при других людях. Мы работаем, это было буквально за один день, мы работаем. Вот с утра он пришел, и к вечеру он запел при достаточно большой группе людей, и так, что пока струился его голос, струились слезы из глаз слушателей. Ну, то есть реально выразительно, раскрыто, свободно. Очень круто. Ну, вот такие интересные штуки получается уже делать. Вот. И в рамках всей этой деятельности я создал свое направление в системе векторов. Я говорю о векторах, открытых Виктором Толкачевым в конце 1970-х годов, как я вам сказал, в конце 20 века. Почему я сказал, что довольно скандальная вот эта штука, в которую вы попали, да? Ну, потому что у нас много чего происходит сейчас в сфере системы вот этих векторов. В частности, один ученик Виктора после смерти самого автора решил транслировать такую идею, что это он автор, да? Поэтому у нас идут суды, у нас идут разборки, у нас идут Роспатенты, суды по интеллектуальным правам. Вот. И в этом смысле я представляю автора. Ну все. Если вы готовы, я думаю, мы можем с вами перейти к теме. Вы готовы, друзья мои? Вы готовы. Отлично.
Тогда вопрос такой к вам. Если мы берем такое понятие в самом широком смысле, как игра, игра в смысле игровая игра, или я имею в виду серьезные взрослые игры тоже, да, флирт, например, да, отношения мужчины с женщиной всегда начинаются с игры. Игра на бирже, мы говорим, да, серьезные вещи, там люди из окон прыгают, когда проигрывают большие деньги. И тем не менее мы употребляем слово игра, да, в театре мы играем, в карты мы играем, в покер мы играем, в домино играем, в футбол играем, в баскетбол играем. Играем в хоккей на Олимпийских играх. Так вот, если мы берем игру, как вы думаете, каковы шансы выиграть в какую-то игру, не зная ее правил? Ну, вопрос, понятное дело, риторический, да? То есть, если мы начинаем представлять это серьезно, приходит человек, например, там, в коньках с клюшкой, в шлеме, играть в футбол или в покер. Приходит человек, там, я не знаю, с коробкой шахматных фигур играть на бирже. Ну, то есть, вообще, когда не в тему происходит. Ноль, да? Мы же понимаем, что если ты не знаешь правил, то возможность выиграть в какую-либо игру составляет 0%. Я вот начал буквально с первого слайда, да, по теме, и сразу как бы я хочу показать вам саму проблему, то есть вот явить ее вам в корне. Посмотрите, когда мы начинаем играть в какие-то игры, будь то зарабатывание денег, или половые отношения, или тот же самый покер вечерком, неважно, но мы обычно тщательно подходим к вопросу изучения правил. Во что бы мы ни играли. Но при этом в саму жизнь, когда мы входим, да, а жизнь это самое многообразное явление. Жизнь, я имею в виду во всех смыслах, где присутствует все. И отношения, и отсутствие отношений, и конфликты, и войны, и мир, и деньги, и дети, и родители, и все что угодно. То мало кто на самом деле занимается изучением правил. Это удивительно, согласитесь. Потому что, как мы с вами понимаем, ну какой смысл пытаться приходить играть в театре, если ты не знаешь свою роль? Если ты не выучил роль, что ты там будешь? Это только роль стола или стула можно изобразить, правильно? Какой смысл играть на бирже, если ты не понимаешь, что такое бык, что такое медведь, да? И как это все работает? Никакого, ты просто подаришь свои деньги кому-то, кто разобрался в этих правилах. И тем не менее мы с вами приходим в жизнь с очень шатким пониманием правил, которое взято в основном из семьи, из советов добрых дядюшек и дедушек, из жизненного опыта, из религии, вот, но по факту-то мы видим что? По факту мы видим, что игра-то проиграна, да? Как понять, игра под названием жизнь выиграна или проиграна? Ну, очень просто, люди-то несчастливы в основном. Вот подойдите к любому человеку на улице и спроси, как ты там, как тебе. Кто-то сразу скажет, что он несчастлив, что проблемы, что в государстве плохо, что дома вот это, вот там, я не знаю, жена недовольна, мало денег зарабатывает, детей не устроить. Кто-то скажет, что он счастлив, но при более глубоком рассмотрении, при более глубоком знакомстве обнаружится, что то же самое. Ну, человек скорее просто убегает в эту мысль, чем это происходит на самом деле. То есть удивительный факт заключается в том, что мы в принципе понимаем, что играть без правил-то нет смысла. А правил-то не знаем. Правил, как все работает, как устроена жизнь. Вообще, как играть в игру? Как играть в игру? Так вот, друзья мои, мы проигрываем свои игры и свою главную игру под названием жизнь. По 3 причинам.
Первое, мы не знаем правил. Второе, мы не понимаем, как ведут себя другие игроки. И из-за этого третье, мы не можем нормально играть сами. Вот что такое у нас происходит по факту. Может быть, многие из вас скажут, что жизнь это не игра. Я соглашусь. Конечно, жизнь это не игра. Так, на 100% аналогия не верна. Но много общего. Есть выигрыш, да, то есть есть что-то, что мы стремимся пережить. Какое-то ощущение. Что-то вот, каждый из нас, он живет, чтобы пережить что-то. Вот счастье же это, счастье, радость, это же какое-то чувство, это какая-то энергия внутри. То есть выигрыш, есть поле игры под названием жизнь, да, это объекты, явления природы, другие люди. И, соответственно, есть поведение других игроков. И, соответственно, есть какая-то своя собственная стратегия поведения. Так вот, возвращаясь к теме нашей встречи, друзья, система векторов, которой я хочу с вами поделиться, это на сегодняшний момент у меня уже конкретно, да, у нее много сейчас ответвлений, но конкретно у меня это дошло уже до технологии. Это технология чтения реальности. То есть это технология, как я вам говорил, как с цветами, да, белый, синий, красный, черный. Когда вы не прикладываете усилия, когда вы не делаете никакого дополнительного напряжения, вы просто видите, что происходит. Вы видите, что происходит в любом смысле. В смысле, что такое научный и технический прогресс и куда он ведет, например. Что происходит на уровне политики с государством. Что происходит с человеком, который стоит напротив вас. То есть вы видите, какие силы и какие задачи выполняют в реальности. Вот с этой штукой я хочу вас познакомить за ближайшие 3 дня, включая сегодняшний. И эта штука, система векторов, она дает ключи к вот этим 3 вопросам. Она дает ключи к тому, как устроен жизненный процесс. Она дает ключи к поведению других игроков. И она дает ключи к тому, как построить свою стратегию игры. Понятна ли эта простая мысль? Еще раз, я обобщу, пока вы отвечаете мне. Значит, в чем конфликт? Конфликт в том, что мы играем с вами в маленькие игры и всегда изучаем правила, чтобы выиграть. Но есть большая игра под названием «Жизнь», а правила нифига не ясны. И можно говорить, что мы их знаем, что их дают нам религия, книжки и так далее, но факт есть факт. Люди несчастливы. А что такое знать правила? Это иметь ответ на 3 вопроса. Это в чем, собственно, какие основные тренды, какие законы действуют, да, на человека, на общество. Это понимать, как играют другие игроки, и это самому вырабатывать свою стратегию поведения. Вот такие несколько простых вещей. Значит, смотрите, у нас с вами времени мало. Поэтому я не расскажу вам, естественно, все. Да? То есть сама жизнь это очень многогранное явление. Мы же это с вами понимаем. Поэтому рассказать вам за сколько у нас получается? Там у нас будет 3 встречи где-то по 3 часа. Рассказать вам за такой период всю систему, конечно, я не смогу. Но я сделаю вам классную дегустацию. Я, по крайней мере, постараюсь. То есть я постараюсь вам дать ее попробовать, прям вкусить с разных сторон.
Значит, поэтому я сейчас не буду рассказывать, откуда система взялась, как, кто ее изобрел, как к этому пришли. Я просто расскажу самую суть. Вот буквально 3 штриха, и мы сразу пойдем с вами дальше. Значит, суть системы, внимание, сосредоточьтесь. Суть системы заключается в том, что человек считается существом, у которого есть 8 врожденных психотипов. Но не у каждого 8, да? Их всего бывает 8. А у каждого человека их 5-6 штучек. Что такое психотип? Да? Вот вы представьте лист бумаги, просто чистый лист бумаги. Да? Вот это жизненное пространство. И на нем рождается человек, то есть можно поставить точку. Вот был лист бумаги, то есть жизнь, в которой нас с вами не было. А потом родилось новое тело. Да? Вот ставим точку на этом листе бумаги. Вот эта точка, этот человечек маленький, он начинает захватывать пространство жизни. Да? То есть он начинает расти, например. Набирать массу и отвоевывать пространство чисто своим весом. Потом он начинает строить отношения. Потом он начинает реализовываться в группе. Начинает работать. Да? И он постепенно подчиняет себе какие-то куски этой вселенной. Да? Он осваивает какое-то дело и переживает ощущение власти, например, мастерства над какой-то частью вселенной. Ну, например, он мастер в инженерном деле, или в корабельном, или еще в каком-то, или в поварском. То есть, по сути дела, наша жизнь это такой рост, да? Это рост во все стороны. Но растут все по-разному. Кто-то растет в познании, там, в искусстве, кто-то корабли водит, кто-то самолеты, кто-то дома строит, кто-то людей лечит. Так вот, что такое психотип, что такое вектор? Вектор – это набор талантов, которые помогают человеку завоевывать жизненное пространство. Еще раз, вектор – это набор талантов, который помогает человеку завоевывать жизненное пространство. И вот таких векторов всего 8. И этими 8 векторами написаны все судьбы людей. Для тех, кто сталкивается с этим первый раз, это может звучать немножко странновато. Как же так, всего 8 и такие разные судьбы. Но я специально для примера вам нарисовал на слайде ноты. Да? Есть всего 7 нот. И 8-я это тишина. Тишина. То есть это поле, на котором все ноты. Да? Всего 8 элементов есть. И с помощью 7 нот и тишины написаны абсолютно все симфонии во Вселенной. Абсолютно все. И Бетховен, и Моцарт, и на клавесине, и на скрипке, и Вивальди, и Чайковский, и 17 век, и 15, и 20, и 21, и хип-хоп, и попса. Все написано 7 нотами. То есть все звуки вообще, они закодированы с помощью 7 нот и тишины. То есть 8-элементной системы, которая, многогранно повторяясь, видоизменяясь, комбинируясь разными способами, она дает нам все многообразие звучащей Вселенной. Так вот, то же самое с векторами, друзья мои. Все симфонии наши с вами, жизненные симфонии я имею в виду, наши с вами поступки, наши с вами мысли, взгляды, они точно так же описываются 8 элементами. Причем там такая же примерно штука, да, то есть из них есть 7 нот, скажем так, и тишина, да, то есть есть поле. Примерно такое же соотношение. Итак, есть 8 врожденных, точнее, в группе людей, да, в принципе важны 8 психотипов. Каждый отдельный человек сегодня является носителем 5-6. 5-6. А сам по себе вектор, еще раз, это некое облако свойств. Одно и то же свойство, причем, оно подразумевает совершенно разные реализации. Ну, например, есть свойство считать, да? То есть, что такое счет вообще?
Что такое счет, кстати? Кто-то понимает, что такое счет? В чем смысл счета? Вот просто уметь... Знаете, у некоторых же есть способность к арифметике, а у некоторых нет. Кто-то чистый гуманитарий. Анализ, экономия, учет, определение количества. Не, смотрите, что такое счет. Послушайте, это классная штука, да? Это надо почувствовать. Дело в том, что когда Вселенная ожила, да, вот если не брать камни, камни мертвы мы считаем. Мы условно считаем, что камни мертвы. Хотя даже есть камни, у которых есть половые признаки. Вот. Но тем не менее, мы считаем, что камни мертвы. Мы считаем, что там железная руда, например, мертва, песок мертв. Это не живое. Так вот, когда Вселенная ожила, она задышала. Она стала дышать. То есть у нее появился свой ритм. У любого живого существа есть свой ритм. Оно пульсирует. Да? Вот если что-то живо, то оно пульсирует. На самом деле у всего есть ритм, даже у камней, просто он настолько велик, что по сравнению с нашим они как будто мертвые. Так вот, способность к счету, она основана на том, чтобы чувствовать ритм Вселенной. Ритмы разных явлений. Да? Вот откуда рождается счет. Так вот, например, способность к счету, да, это же такая штука, как бы счет. Кто-то считает цифры там в финансах, в бухучете. Кто-то, как инженер, считает метры здания, там, вверх сколько, в ширину, в высоту. Кто-то занимается межеванием земли. Кто-то считает барабанную дробь, да, тоже чувствует ритм. А кто-то считает движение в танце. То есть, когда я говорю 8 векторов, и, допустим, у одного вектора есть свойство считать, то это все равно подразумевает огромное многообразие жизней. И тот, кто будет уметь на барабане, далеко не факт, что он будет, например, считать движение в танце. Хорошо. Почему я нарисовал на слайде ромашку? Ромашка — это чтобы показать вам, что свойства вектора, они соотносятся как ромашка, как верхняя часть цветка. То есть есть центральное переживание. Вот мы с вами сегодня разберем два вектора. И я начну именно с того, какое переживание в каждом из них центральное. Вот если вы научитесь узнавать центральное переживание, главное, то, что человеком движет, то все остальные свойства вы очень легко поймаете. Это будет просто для вас, как дважды два 4. Итак, у каждого человека есть набор векторов. В каждом векторе есть основное переживание. То есть, что человек хочет пережить, что он считает для себя счастьем, состоянием радости. И если вы это ловите, то все остальные свойства ловятся очень легко. Поэтому я вас научу это делать буквально за 10 минут. Вы поймете там, что такое вектор. И как какой вектор работает. Это будет на удивление просто. Как ромашка, да? Если вы желтую серединку поняли, то все лепесточки вы поймете автоматически. Значит, еще раз напоследок. Что мы с вами сделаем за эти 3 дня, уже с учетом понимания? Понимание тех вещей, о которых мы поговорили. Значит, я вас познакомлю с системой векторов, открытых Виктором Толкачевым. На этом тренинге я расскажу вам 5 из 8. 5 из 8. Вектора мы называем, я их называю 2 способами. Либо по, как это принято вообще в системе, по определенным зонам в теле, например, кожный вектор, уретральный, оральный, зрительный, анальный. Вот. Либо я называю их мастерами, да? То есть мастер действия, мастер слова, мастер мысли. Вот. Я буду употреблять и так, и так. То есть для меня уже они в языке, то есть это для меня равнозначно. Значит, я вам расскажу
за эти 3 дня, ну, как расскажу, я дам попробовать просто, да, чтобы вы почувствовали, чтобы вы научились это видеть. 5 из 8. Это мы с вами будем делать сегодня. Сегодня я расскажу вам 2 вектора. И завтра я расскажу вам 3 вектора. Почему не 8? Да? Почему не 8? Потому что за 3 этих дня у меня был выбор. Либо рассказать вам все 8, но тогда это не было бы достаточно глубоко, чтобы вы поймали, почувствовали. Либо я расскажу вам 5, но зато самых часто встречающихся. Да, то есть, скорее всего, ваш векторальный набор состоит из этих 5, с большой вероятностью. Весь сок не в 3 оставшихся, да, чтобы у вас не было такой иллюзии. Весь сок не в 3 оставшихся. Весь сок как раз в этих 5. Да, то есть это именно то, что происходит у вас внутри. Поэтому я решил, что я лучше расскажу это глубже. Вот. А последний день, 3, я хочу посвятить диагностике. Чтобы вы лучше это прочувствовали и научились видеть. Поэтому 2 занятия сегодня и завтра мы говорим с вами о 5 векторах. 3 занятие будет посвящено диагностике. Чтобы вы могли продиагностировать себя, может быть, своих знакомых, задать мне вопросы и лучше уяснить это все. Таким образом, еще раз, к концу 3-го дня, если вы не будете сейчас есть пельмени параллельно, ну, есть еще ладно, но если вы не будете стирать, там, играть в шахматы, читать книжку, играть с детьми там, или еще что-то, а если вы будете прям участвовать, слушать, настраиваться, то это войдет в ваше переживание. Это не просто будет слово в уме. Это станет частью вас. Окей. Значит, последнее повторение, и мы пойдем с вами в первый вектор. Про что мы с вами поговорили? Мы с вами поговорили про главный конфликт, да, в жизни человека, что он играет в отдельные игры, что он учит правила. Он учит правила домино, учит правила футбола. Он даже учит правила, как заработать деньги. Он ищет эти способы, да. Ну, как, например, в продажах есть скрипты. Это ж правила в чистом виде. Но самые важные правила, как в жизнь-то играть, он не учит. И это конфликт. И это конфликт. Получается, что мы отдельные маленькие игры выигрываем, а большие, самые важные игры не можем выиграть. Проигрываем. Саму жизнь проигрываем, да, поэтому несчастливы. Мы поговорили про правила игр и выявили, что нужно 3 основных вещи, да. Знать правила, понимать поведение других игроков и играть самому. И я вкратце рассказал вам суть системы. Что я подразумеваю под пониманием людей, чтобы вы поняли, да? Очень просто, я приведу вам один пример, чтобы вы настроились. Вот, допустим, я спорю с кем-то. Я не знаю, там, с женой по поводу отпуска спорю, или с коллегой по работе, проясняем истину где-то, или со своим сотрудником, не знаю, там, зарплату обсуждаем, или еще что-то. Вот происходит спор. Бывало ли у вас такое? Это вопрос. Было ли у вас такое, что в какой-то момент вы же понимаете, что на самом деле вы все проговорили? И, допустим, уже понятно, что кто-то из вас прав, да, то есть его точка зрения верная. Но второй, либо он, либо вы, все равно продолжаете спорить. Вот вы смотрите на человека, у него рот открывается, оттуда идут аргументы. А вы уже понимаете, он не спорит, он же что-то другое делает. Он то ли правоту свою отстаивает, то ли он тестит, насколько вы толерантны, там, сколько вы выдержите. То ли он к стоматологу плохо сходил, у него зуб болит, и он теперь просто злой, ему надо вылить на кого-то.
То ли он жене своей мстит, она вчера с ним там что-нибудь сделала, и он пришел сегодня, и ему надо куда-то, ну, как-то выместить вот это, да? То есть это под видом спора уже происходит что-то другое. Это же сплошь и рядом в нашей жизни, да? То есть мы говорим одно, мы говорим про одну мотивацию, а на самом деле мы делаем вещи по совершенно другим причинам. Вот это вы будете видеть, друзья. Вот если вы сейчас будете со мной, все, я сейчас начну первый вектор рассказывать. Если вы сейчас будете со мной, то вы начнете это видеть. Сходу. Легко. Легко. Так, ну что, погнали? Готовы вы? Go. Окей. Окей. Тогда встречаем наш первый психотип. Первый психотип наш. Начнем с того, чтобы ответить на вопрос, а зачем нам? А зачем нам, собственно, знать про кожный вектор? В чем прикол? Чем это может вам помочь? Чем мог бы вам помочь кожный вектор? Для чего вам это сейчас слушать? Смотрите. Как я сказал, у человека, в принципе, где-то 5-6 векторов. 5-6 векторов – это такой набор, это набор среднестатистического человека, живущего в развитой стране в большом городе. Вот, например, в России, в Питере, в Москве человек имеет в среднем столько векторов. В более маленьких городах уже не факт. В деревне совершенно точно не факт. Значит, кожный вектор, он занимает особое место в этом наборе. Почему? Потому что благодаря этому вектору, друзья мои, мы с вами удовлетворяем наши желания. То есть это вектор целеполагания, это вектор целедостижения. Это мастер действия. Это вектор, который позволяет мужчине прожить офигенную жизнь. Жизнь в состоянии воина. Это вектор, который позволяет женщине прожить офигенную жизнь. Это жизнь в состоянии вдохновительницы воина, да? То есть та, которая вдохновляет мужчину на подвиги. Вот если вам откликаются вот эти вещи, то это кожный вектор – это хороший способ включить это в себе. Итак, настраиваемся. Значит, я говорил, что в каждом векторе есть центральное переживание. То есть то, на что человек идет. Вот знаете, как собака, учуяв мясо, она вдыхает и начинает двигаться, да? То есть оно ее ведет. Вот у каждого вектора есть переживание, которое его ведет. Это то, к чему он стремится, это то, что он хочет пережить. Это самый высший кайф вообще в его жизни. Так вот, в кожном векторе есть особое ощущение жизни. Что это за ощущение жизни? Люди же по-разному ощущают жизнь, да? Например, кто-то все время чувствует, что жизнь убегает вперед, а он отстает. Есть такие? Есть, да? Кто-то вообще не видит смысла во всей этой движухе. То, что происходит, что люди бегают, зарабатывают деньги, там заводят семью, все бессмысленно для кого-то. Это другие вектора. А вот в кожном векторе самое крутое состояние, оно исходит из того, как человек чувствует жизнь. А он чувствует жизнь в моменте, понимаете? Вот он прямо на гребне волны. Понимаете? Вот идет волна, и вы катитесь вместе с ней. Жизнь идет вперед, и вы двигаетесь вместе с ней. Прямо рука об руку. Поэтому главное переживание, к которому стремится человек с кожным вектором, это ощущение роста.
роста. Сегодня я больше, чем вчера. Завтра я больше, чем сегодня. У меня больше денег. У меня больше власти, я больше ресурсов контролирую. Я лучше себя чувствую, у меня более спортивное тело. Я круче прокачал себе дыхалку. Главное рост, да, то есть выход за границы существующего. Каждый человек, он ощущает кожей, да, шкурой чувствует, что жизнь, она идет вперед и все растет. Все кругом растут, все растет. Научно-технический прогресс идет вперед. Люди деньги зарабатывают. Я не знаю, там интернет развивается, Теслы вот поехали по дороге. То есть он чувствует, как идет волна жизни, он чувствует, как все двигается вперед. И у него внутри вот то переживание, к которому он стремится, это переживание роста, преодоление своей границы, выход за рамки. Причем как внутренних рамок, да, то есть некие какие-то внутренние достижения, так и внешних. Так и внешних. Внешние рамки – это завоевание каких-то новых территорий, больше денег, больше ответственности, выше пост. Да? А внутренние – это прокачка мышц своего характера. Значит, вот это одно из центральных переживаний. Второе, тоже центральное, их несколько, да, там такой вот, там небольшой набор их. Второе центральное переживание – это новые ощущения. Это новые ощущения. Если вы посмотрите, то новые ощущения, на самом деле, они очень связаны с ростом. Да? То есть, если я выхожу за рамки текущего, что такое рост? Это же как вход в новую комнату, да? Как будто вы идете по дворцу, где такой сквозной коридор, и комната за комнатой, за комнатой, за комнатой, дальше больше, и каждая следующая все круче и круче. Поэтому рост – это все время выход на новый уровень. Выход на новый уровень – это новые ощущения. И от этого у каждого человека, у мастера действия, внутри ощущение азарта. Да? Вот он открывает дверь. Некоторые граждане мнутся перед тем, как открыть какую-то новую дверь. И некоторые так и не открывают. А вот мастер действия, он никогда не мнется, он действует. Он заходит и сразу начинает ориентироваться. Потому что он хочет новых ощущений. Он воспринимает жизнь как поток. И он хочет двигаться в этом потоке. И третье, последнее, центральное переживание. Да? Вот это тот букет, который у него внутри. То, на что он ориентируется. Это переживание победы, обгона, добычи. Что такое обгон? Это вот, чтобы вы почувствовали, если взять Формулу-1 гоночные автомобили, когда они едут, и один на повороте раз и обгоняет второй. Вот они едут, и один пытается, с разных сторон его не пускают. И он на повороте раз, и теперь он первый. Да? Вот это вот вырвать. Это не просто рост, а это как будто ты вырвала свою добычу у соперника. Это переживание победы. Когда ты стоишь потом на пьедестале, поливаешь из бутылки шампанского, в том числе того чувака, который вот тут пониже стоит, да, которого ты обогнал. Это особое удовольствие всегда доставляет каждому человеку. То есть, вставая утром, открывая глазки, человек с кожным вектором, мастер действия, он выходит на свою, в каком-то смысле, тропу войны, да? Он выходит получать новые ощущения. Он выходит с позиции открытой жизни, открытой потоку ощущений, открытой новым впечатлениям. Он выходит зарабатывать деньги. Он выходит за своей победой. Соответственно, вот центральное переживание, да? Вот я говорил, если вы поймете желтую серединку у ромашки, то все остальное вы поймете легко. Это будет несложно. Совершенно.
Значит, если мы сейчас зададим вопрос, а какую же жизнь проживает мастер действия? Какую жизнь проживает кожный человек? Вы легко поймете уже, да? Ну, то есть, какую жизнь будет проживать человек, у которого вот такая палитра переживаний? Он пойдет, сядет за компьютер и будет программировать часами программный код? Нет. Нет. Это разные жизни, но у них во всех этих жизнях проявляются вот эти три основные штуки. Вот есть, например, просто прожигатели жизни. Да? Это кожная тема. Прожигать свою жизнь с кайфом, с драйвом. По-разному ее можно прожигать. Да? Если повезло родиться в богатой семье, то можно ездить, тусить по миру. Дискотеки, клубы, девчонки. Ночь в одном отеле, ночь в другом. Можно вот так. Можно прожигать свое здоровье, например. Там, если вы знаете, есть такая культура, как паркур. Да? Человек как в компьютерной игре. Он бегает, прыгает, там сальто выделывает. Тут на дом забрался, с дома на забор спрыгнул, с забора на корову, дальше там, я не знаю, на одной ноге поскакал. То есть вот это вот на драйве, на азарте, на том, что ты ловишь ощущения тела. Их можно ловить так, их можно ловить в танце. Их можно ловить в восточных единоборствах. Все направления, где есть какая-то состязательность, это обязательно направление, куда пойдет кожный человек. Весь спорт, что бы это ни было, от прыгания со скакалкой, футбол, баскетбол, командный, или где человек самостоятельно один, соревнуется сам с собой или с другими отдельными спортсменами, все, что вот связано с обогнать, перегнать, получить приз, вот это все отвечает совершенно интересам и восприятию жизни кожаного человека. Понимаете, бегун, когда бежит, насколько он в ощущениях тела, насколько он в потоке. Когда дышит в спину сопернику, какой у него азарт охотника просыпается. Ну, если мы идем дальше, да, то это торговля, безусловно. Торговля, купи-продай, обменяй, сдай в аренду, на комиссию, получи свой процентик, купи за 2, продай на 4, на эти 2% и живу. Вот это все тоже кожные штучки. Это позволяет расти в ощущении финансовой свободы. Ну, кожный человек очень любит вот это вот финансовая свобода. Ни от кого не зависеть, сам по себе, все сам контролируешь. Очень крутая штука. Очень крутые переживания. Ну и, конечно же, бизнес. Да? Бизнес вообще сегодня, вот, например, если у вас реализованный, развитый кожный вектор, то у меня для вас хорошая новость. Вы родились, чтобы заниматься бизнесом и зарабатывать на этом деньги. Потому что бизнес включает в себя всю желтую серединку и все лепестки кожного вектора. Здесь все. Здесь и рост, и ощущения, и обгон, и финансовая свобода, и считать, и управлять, и контролировать, и все, что хочешь. И гибкость, и подвижность, и ощущение момента, и возможность позволить себе насладиться этим моментом, да? Чтобы насладиться тем, что дает жизнь, ведь нужны деньги, согласитесь, никуда без этого. Но и опять-таки, смотрите, если вы усвоили желтую серединку, да, основные переживания, то вы легко поймете, в чем морковка сзади для кожного человека. В чем для него морковка сзади, да? То есть от какого состояния он бежит, что является для него самым, что ни на есть, неприятным и ужасным состоянием. Это состояние, когда жизнь проходит мимо. Да? То есть если у нас морковка спереди, это расти, получать новые ощущения, побеждать, обгонять, то морковка сзади это что такое? Это не открывать глаза с ужасным ощущением, что, ё-моё, я на обочине этой жизни.
Я проигрываю эту жизнь. Вон люди, растет биткоин, покупают себе новые машины, что-то делают в интернете, какие-то продажи, видеоканалы. А я как унылое говно. Вот это самое страшное состояние для кожного человека. Ему природа дала чувствовать поток жизни. И самое большое страдание он испытывает, когда он чувствует, что он не в потоке. Когда он не получил свою победу. Когда он не заработал свои деньги. Когда ему не на что понтануться. Когда он не может себе купить каких-нибудь модных тряпок. Не может поездить по миру в классном костюме, позаключать какие-нибудь сделки. А он внутри хочет этого. Это в него заложено. Вот если он впадает в это, то тогда он проживает свою жизнь в состоянии тяжелой тоски и страдания. Тогда он проживает свою жизнь в состоянии зависти. Зависти. То есть основное, чем он питается, это радость, что у кого-то что-то не получилось. Вот биткоин упал, вот так вам и надо. Хорошо, что не полез. Да, он играет зеленого человека. Видели, когда люди это самое, зеленые прямо от зависти? Вот прямо они... Вы приезжаете на новой машине другу показать, а он не может вам в глаза смотреть от того, что у вас тачка новая. Он прям отворачивается, когда вас поздравляет. Вот этот зеленый человек — это кожный человек, не состоявшийся по жизни. Это кожный человек в состоянии зависти. Ну что, поймали такой вот, центр? Я еще сейчас вам довольно много расскажу про кожный вектор, про мастера действия. Но я бы хотел, чтобы мы про его центральное переживание договорились. Окей, пойдем дальше. Значит, второй вопрос, который бы я хотел вам осветить про кожный вектор, это его жизненная позиция. Это его жизненная позиция. Значит, жизненные позиции тоже у всех разные, да, как вы понимаете. То есть мы же по жизни, кто-то сиднем сидит, кто-то вперед бежит, кто-то суетится там. Вот, все по-разному воспринимают жизнь. Но так как мастер действия, он чувствует волну жизни, то есть вот он на этой вибрации идет. Почему у него есть, вот про счет я говорил, да, он чувствует ритм самой жизни, потому что он двигается вместе с ней. Это одинаково у мужчин и у женщин. Вот кто-то спрашивает, Альбина спрашивает, центр получается мужчин и у женщин одинаковый? Да, он немножко по-разному выглядит в жизни, но в принципе все свойства одинаково справедливы и для мужчин, и для женщин. Так вот, внимание, это важная штука. Это важная штука, это то, что действительно выделяет человека с кожным вектором на фоне многих других векторов. Человек с кожным вектором, вот он чувствует, что он может расти, да. Он никогда себе не говорит, что все, вот я сейчас дорос до вот этого, вот это мой уровень, все, до свидания, как бы. Это как раз то, чего я достоин. Никогда он так не говорит. Он всегда чувствует, что он способен на большее, что он имеет право на большее. То есть он живет в мире возможностей. Открывая глаза, он понимает, неважно, как было вчера, но сегодня мир пришел в новую точку. Меня ждут новые люди, новые знакомства, новые компании, новые ресурсы, новые потери и новые приобретения. Он живет в мире возможностей, поэтому кожный человек разрешил себе хотеть.
Это удивительное свойство, друзья мои. Вот если вы посмотрите на большинство своих знакомых, они не умеют хотеть, они боятся хотеть. Они не хотят хотеть. Потому что если ты чего-то хочешь, это обязывает к действию. Но у мастера действия нет проблемы с действиями, поэтому он разрешил себе хотеть. И он хочет, он не стесняется себе это проговорить. Он не стесняется попробовать. Он хочет красивую женщину и пробует ее получить. Он хочет больше денег и пробует их получить. Он хочет лучшую машину и пробует ее получить. Он хочет лучше квартиру и пробует ее получить. Он хочет и пробует. Он хочет и пробует. Он не хочет прожить эту жизнь. Вот он, находясь на этой волне и чувствуя поток жизни, он не хочет прожить его, оставшись ни с чем. Есть такая компания Pepsi-Cola. Она очень крутой слоган придумала, как раз для кожных людей. Бери от жизни все, называется. Бери от жизни все. О! Вот это по-нашему. Бери, вот бери вообще само слово брать. Не отдавать, вот отдавать это вообще не кожное слово. А вот брать, хватать к себе, и еще к себе. Вот это умеет кожный человек, он это чувствует. Он не боится хотеть и действует. И в связи с этим, вот чему действительно вы можете поучиться у кожного человека, так это поведению в конфликтах. Да? Для кожного человека это вообще святое понимание. Ну, понятно, что в мире полным-полно людей. 7 миллиардов. Ну, понятно, очевидно, что те, кто распробовали вообще, что такое жизнь, они хотят получить как можно больше. Как можно больше они хотят получить. Ну, это же очевидно. Ну и понятно же, есть те, которые сидят сиднем, их большинство, но они не поняли вообще, для чего им дана эта жизнь. А мы-то понимаем, кожные люди. Поэтому кожный человек совершенно нормально воспринимает такие вещи, как конфликты, война, кто кого победил, проиграл. Он вообще умеет в это. Он вообще умеет в это играть. Он умеет проигрывать, умеет выигрывать. Умеет попробовать, умеет отступить, умеет сделать шаг назад, потом сделать шаг вперед. Это же движение, а движение это жизнь, да, потому что сама жизнь двигается как волна. Поэтому у него нету совершенно никаких вот этих вот. Надо жить дружно, надо жить в мире друг с другом. Конфликты это плохо. Да для нас конфликты это святое дело. Ну а что не попробовать? Знаете, как разговаривает кожный человек? Он как курицу ощипывает. А вы давно здесь? А кем работаете? А сколько получаете? А жена кем работает? А жена сколько получает? Не, ну не хотите, не отвечайте. Что, за спрос денег не берут. Да, но мы такие, как бы, мы в таком хорошем, в азартном состоянии нападения. Мы человека как бы как стенку простукиваем, да? Что там он, согласится, не согласится, пойдет, не пойдет? Слушай, Вась, я не успеваю, напиши за меня отчет. Чего? В стене когда, ну не пиши, окей. А чего, вдруг прокатит, вдруг напишет, а я домой пойду. То есть мы, кожные люди, совершенно прекрасно чувствуем себя в состоянии состязания, конкуренции, конфликта. Мы легкие, понимаете? Мы не пускаем это в себя. Одному скажешь, там, ты придурок. Так он войдет в состояние одурения просто, в ступор впадет от того, что кто-то там посмел ему чего-то. Да? Кожный человек не принимает это близко к сердцу. Ну, сам придурок. И все, и пошел. Вот, поэтому жизненная позиция у нас, друзья мои, если вас это интересует, она активная.
Активная. Мы не ждем, пока жена в кровати локтем вот так вот в бочину даст, сказать, как ты мне надоел, тут лежишь все с пивом. И с футболом со своим. Он не ждет этого, ему не надо. Он вообще не будет лежать просто так. Это энерджайзер. Его жизненная позиция от нападения. Попробовать. А что, а вдруг? А вдруг? Мы не те, которые, знаете, умри, но добейся. Это не совсем наше. Но попробовать с одной стороны, с другой, с третьей. А что, вдруг жизнь как бы даст. Попробовать поподбирать ключики. Вот это наше. Мы не те, кто ждет, как это, чтобы ему кнутом дали обстоятельства жизненные, чтобы он зашевелился, потирая себе одно место. Нет. Мы развиваемся на пряник сами. Тоже редкое качество, друзья мои. Мы не сидим и не ждем у моря погоды. Мы развиваемся сами. Вперед, на пряник. Мы во все вмешиваемся. Нам все интересно. Мы хотим прожить себя хозяевами этой жизни. Вот это вот финансовая свобода, когда ты никому ничего не должен. Нам все надо попробовать. Вот мы влезаем даже то, куда природа вроде как и не просила нас влезать на самом деле. Да, вот человек дышит, например. Ну, почти все вектора скажут, ну, дышит, и ладно. А мы нет. А мы нет. Мы будем пытаться дыханием управлять. И питанием будем управлять, диетами всякими. К дыхательным практикам добавим. И потреблением жидкостей будем управлять, и сном будем управлять, и бодрствованием будем управлять. Вот сидишь в директорском кресле, у тебя все под контролем. Дыхание под контролем, питание под контролем, питье под контролем, сон под контролем, секретарша под контролем, деньги под контролем, активы под контролем, сотрудники под контролем, завод под контролем, все под контролем, жена под контролем, дети под контролем. Вот это красота. Вот что мы, вот так мы ощущаем слово свобода. Наша кожная свобода — это очень часто чья-то другая несвобода. То есть у нас такая жизненная позиция, знаете, можно ее так сформулировать, как жизнь, дай порулить, а? Но дай порулить. Вот мы все, вот что ни происходит в жизни, мы все пытаемся влезть и сами попробовать. Нам доставляет это удовольствие, когда мы задаем ритмы. Не хаос какой-то происходит вокруг нас, а мы присматриваемся, находим подход и подбираем ключики и влияем. И потом это под контролем. Поймали? Поймали жизненную позицию? Тоже посмотрите, как она легко вытекает из 3 переживаний основных, да? Очень же просто. Обгон, рост, новые ощущения. Посмотрите, как оно склеивается все. Причем оно работает в обе стороны, да? То есть, если вы хотите пойти в бизнес, то только этими свойствами вы сможете в нем преуспеть. Если вы хотите пойти в спорт, то только этими свойствами вы сможете в нем преуспеть. Если вы хотите пойти в танцы, то только этими свойствами вы сможете в нем преуспеть. Так. У кого пропадает иногда трансляция, вы просто нажмите обновление страницы. Есть, ну вот у меня Chrome, так в нем такая стрелочка в круг завязанная, да, как обновление. Слышно, видно меня, друзья?
Напишите слышно, видно, кому слышно, видно. Окей. Ну, я думаю, вы поймали же все равно жизненную позицию. Я надеюсь, что все будет хорошо видно на записи. Поймали примерно, как бы, что такое активность? Что такое активная жизненная позиция и как она работает? И я надеюсь, что вы поймали, что это, естественно, работает и в обратную сторону, да, то есть если вы хотите заниматься спортом или бизнесом, не знаю, не дай бог на войну хотите пойти, то без этих свойств там делать нечего, да, то есть победа возможна только на вот этих свойствах. Пойдемте дальше. Еще хочу несколько вещей вам рассказать. Значит, довольно важная штука отношение к риску. Да? Если вы поняли про рост, про новые ощущения, про обогнать, перегнать, победить, про добычу, то вы, конечно, понимаете, что такое риск для кожного человека. Риск для кожного человека – это вообще способ роста. Мы не те, кто ставит на карту все. То есть мы не те, кто играет ва-банк и все там, либо пан, либо пропал. Но такие вещи, как потихонечку, полигонечку, управление рисками, пойти на риск, небольшой риск относительно, вот, рискнуть, выгореть, не выгореть, это в принципе наша тема. То есть это позволяет нам действовать. И это является источником азарта, кстати, да. Смогу ли я сливки с этой волны жизни снять? Кто с кого что снимет? Она с меня или нет? В определенных обстоятельствах, да, когда есть другие вектора, ну, например, там, кожный человек со звуковым вектором, мы можем дойти там, знаете, вот, например, едет поезд, да, и мы можем там прыгать с платформы на платформу прямо перед приходящим поездом. То есть смертельный такой ловить драйв. В принципе, это тоже делает кожный человек в определенных обстоятельствах, но в нормальных нет. В нормальных нет. Поэтому мы плывем по жизни и понимаем, что без риска никак, да. И это выражено, естественно, в нашем способе проживать жизнь. Мы кредитами обложены вот так вот по горло. На стиральную машину, на автомобиль, на квартиру, на какие-нибудь штучки-дрючки. Мы вертимся, да, как белка в колесе, мы крутимся. Мы, кстати, так и говорим, кожные люди так и говорят. Хочешь жить, умей вертеться. Кредиты зло, пишет Катерина. Да, для вас, но не для нас. Мы, кожные люди, понимаете, распробовали, что такое кредит. Мы же живем ощущениями. Поэтому мы прекрасно понимаем, что кредит – это способ получать ощущения сегодня, заплатив за них завтра. И мы очень это ценим. Мы умеем это ценить, мы умеем это понимать. Теперь, друзья, сосредоточьтесь. Довольно интересная штука. Я хочу вам рассказать 3 силы. 3 опорных свойства кожного вектора. 3 его силы. Его первая сила – это ответственность. Его первая сила – это ответственность. Вообще, самые безответственные люди, вот такие, знаете, подчеркнуто наплевательские. Взял там в маршрутке, плюнул на пол, громко говорит по телефону там, типа, про свои дела, про которые никому не надо знать вокруг. Вышел, не закрыл дверь. Вот такие вот, прям наплевательская такая вот подчеркнутая безответственность. Это, конечно, кожные люди тоже. Но ответственность, если мы в хорошем состоянии, в нормальном, она свойственна именно нам, именно мастерам действия. Кожный человек
Вот внимание, что такое ответственность для кожного человека? Это понимание, что победа зависит только от меня. Вот если одну эту мысль кожный человек прожил, понял, ощутил, если она стала его частью, то тогда в нем включается первая кожная сила. Это сила ответственности. Он знает, что не надо ждать у моря погоды. Дело не в связях, дело не в том, что все кругом продано, куплено, ни на кого нельзя положиться, что весь пирог уже расклевали без нас. Дело совершенно не в этом. Дело в том, как ты будешь шевелиться в этой жизни. И если кожный человек понимает эту простую мысль, что победа зависит только от меня, то он начинает, как, знаете, как лыжник едет с горы, да? И он встречает кочки, но он от них отталкивается. А если спуск, то он просто едет. А от кочки отталкивается, а от спуска едет. И вот он вот таким образом скользит по поверхности. Но работает палками он сам, понимаете? Да, он, конечно, создает себе связи. Конечно, он ищет полезности, всякие полезных людей, полезные знакомства. Он делает это сам. Он не ждет. Он не ждет, пока придет настроение. Он не ждет, пока придет какая-то энергия. Он не ждет, пока что-то случится, разверзнутся небеса, Господь Бог высунет голову и скажет: «Ё-моё, дружище, тебе нужен знак свыше, вот он, давай работай». Он не ждет этого ничего. Взяв ответственность, он начинает двигаться самостоятельно. И это прям круто. И это прямо круто. Вторая сила кожного человека, я думаю, что вы ее уже почувствовали. Она заключается в том, что он чувствует момент. Он чувствует момент, и он подвижен, да, то есть он бежит вместе с жизнью. Мы люди такие, мы люди в тренде. Мы в одежде в тренде, мы модные. Вот мы в фуфайке, например, тренинг не придем вести. Любим спортивную одежду, такая для движения, удобная, комфортная, без вот всяких там бирюлек, без лишнего, да, то есть минимализм, кстати, тоже свойство кожного человека. Вот. Мы в трендах во всех смыслах, да, в одежде, в девайсах, мы любим все новое, модное, полезное. Вот только какая-то штучка появилась, а я в бизнесе внедрил. Слушай, ты внедрил уже вот новую систему там управления телефонными звонками? Попробуй, кстати, офигенная штука, клево работает. Вот так мы чувствуем жизнь. Кто-то написал, а что, многие люди живут не ощущениями? Нет, все живут ощущениями, только кожный человек чувствует ощущение глубоко. Глубоко. Он чувствует жизнь глубоко и ярко. И это делает нас гибкими. Это позволяет нам двигаться. Это позволяет нам жить в потоке. И третья сила. Третья сила. Это дисциплина. Дисциплина. Что такое дисциплина? Дисциплина – это умение говорить «нет». Нет. Слушай, дай денег в долг. Нет. Слушай, ну дай, ну пожалуйста. Нет. А что так? Просто нет. Мы умеем говорить «нет» себе и другим. Без всяких объяснений. Потому что это не соответствует нашим поставленным нами целям. Это не приоритет для нас сегодня. Что такое говорить «нет»? Это значит, что когда ваша рука тянется закрыть отчеты, открыть почту, почитать почту, чайку попить. Рука такая, да? Такая вот специальная рука, отвлекающая. Потом новости почитать. Мы умеем посмотреть на эту руку и сказать «нет». То есть мы отсекаем те направления энергии, которые не соответствуют нашей цели. Вот это дисциплина. Но это так выглядит, это внешняя часть дисциплины. А сейчас я вам расскажу внутреннюю часть дисциплины, да, в чем смысл дисциплины.
А смысл в том, что, помните, я говорил, да, что жизнь дай порулить, да? Каждому человеку ему все интересно. Вот эта вот движуха, которая происходит, он хочет участвовать в этом. Он хочет ходить на модные спектакли, он хочет ездить на модной машине. Он хочет этих ощущений жизни. Так вот, для того, чтобы иметь вот этот контроль и иметь вот эти возможности, надо же как-то умудриться это все заслужить и заработать, да? Поэтому мы ищем алгоритмы, по которым все работает. И главный враг внутри нас самих, внутри человека, это его внутренние алгоритмы. Это его автоматизмы. Главный враг внутри нас самих – это наши привычки, наши стереотипы. Мы привыкли думать одним образом, и это мешает получать новые мысли. Мы привыкли зарабатывать 100 тысяч рублей, мы не можем из-за этого заработать 200, планка занижена. Так вот, дисциплина в кожном векторе, у мастера действия, она позволяет внедрять новые автоматизмы, новые действия. То есть дисциплина – это способ перепрограммирования нашей автоматики. Таким образом мы развиваемся. Мы можем начать бегать и соблюдаем это. Мы не можем бежать сразу, знаете, как некоторые. Никогда не бегал, поставил себе цель 5 километров. Прибежал и в конце рухнуло его за пятки с финишной прямой утаскиваем. Не, мы так не бегаем. Мы по чуть-чуть, по 500 метров, по километру, по 2, потом по 3. По чуть-чуть, но зато мы делаем это регулярно. Мы внедряем это как автоматизм. И это становится невероятной силой. Так вот, если у каждого человека включены 3 его силы: ответственность, ощущение момента и дисциплина, то он имеет свою заслуженную судьбу, он имеет свою победу, он имеет свой успех, и он имеет свой рост. И проживает офигенно яркую жизнь. Жизнь воина. Когда у него есть своя война в виде бизнеса или какого-то проекта, свои победы, свое противостояние с самим собой. Он умеет, кстати, это сочетать, гармонию и противостояние. И классный результат. Но есть у нас такие как бы не очень развитые состояния. Неразвитое состояние в кожном векторе называется халявщик. Халявщик, то есть тот, кто не хочет платить цену за результат. Да? Денег все хотят, например. Но цена за деньги – это дисциплина, да? Это ответственность, это действие. А когда кожный человек не очень это все развил в себе, не очень хорошо прочувствовал, то он хочет как-то вот это все попроще, что ли, как-то реализовать. Жениться, например, квартиру получить жены. Ну, или жена, или наоборот, невеста там выходит замуж не за мужчину, а за завод, которым он владеет. Или ларек. Ну, зависит от амбиций. Ну, то есть, вот мы делаем такие штучки, да. Мы немножко вот это вот чуть-чуть не доплатить, это у нас, вы знаете, ну, чего ж, надо смириться, это у нас в крови. Вот это вот загребательное движение, знаете, кожный человек, он рождается с вот этим движением уже вовнутрь. Вот. Мы иногда перебарщиваем с этим. Перебарщиваем. Иногда вплоть до того, что обесцениваем вообще даже все остальное. Да? Вот мы приходим на работу, нам начинают рассказывать про корпоративную культуру, про то, какой важный социальный проект мы сразу эти разговоры, мы из вежливости послушаем, конечно, хотя мы не самые вежливые люди. Но мы ближе вот про зарплату, про соцпакет, нас такие более земные, более осязаемые вещи нас больше волнуют. Вот, а теперь
Вы, кстати, пишите вопросы, я вам отвечу потом. Просто вы пишите пока себе их на бумажку. Я сейчас расскажу вам кожный вектор и поотвечаю вам на вопросы. Вот, пока не буду на них отвлекаться. Значит, внимание. Не устали еще? Как вам вообще входит кожный вектор? Вы начинаете чувствовать внутреннее состояние этого человека, его движущую силу, да? Это же очень легко, вот вы ловите, и вы видите у человека сразу все эти проявления. Значит, теперь смотрите, хочу вам дать две классных фишки. Реально, я 4 года не вел базовый тренинг по векторам. Ну, раньше я вообще не так это рассказывал, да? Но сейчас решил добавить еще определенные ключи очень важные. Вот хочу вам дать 2 ключа для того, чтобы вы могли активировать в себе эту энергию. Это не просто, если она у вас заснула, то есть если у вас кожный вектор в плохом состоянии. Если у вас мастер действия бездействует. Это не просто. Но, как минимум, есть 2 вещи, над которыми вы можете хорошенько подумать. Значит, первое. Есть такое заблуждение. Вот знаете, перед тем, как начать действовать, многие люди, они боятся совершить ошибку. Вот они сидят сиднем и не могут ступить шагу. Они планируют, потом составляют, потом понимают, что план не точный, надо составить план плана, но план плана получается слишком подробный, надо укоротить, поэтому получается план планирования плана, ну и так далее. Потом спустя 3 года они заканчивают наконец-то план, ставят точку и понимают, что план устарел уже и надо начать заново. Вот. Но это не ситуация с кожным человеком. Кожный человек, он понимает одну очень важную мысль. Внимание, запишите себе ее большими буквами. Выигрывает тот, кто первый совершит все ошибки. Потому что без ошибок-то никак. Путь к успеху это сотни, иногда это тысячи ошибок. Да? Вы же знаете пример с лампочкой. Эдисон 3000 попыток совершил. То есть кто первый совершит 3000 попыток, тот и получит результат. То есть правильное отношение к ошибкам это я должен совершить их первым. Первым, понимаете? Не сидеть и не высчитывать и не планировать, как бы сделать так, чтобы их не было, там, чтобы их обойти там, и все такое. А кто быстрее ошибается, тот и побеждает. Вот это стартовый посыл вообще для того, чтобы начать действие. Это не означает, что вы бросаетесь как бы в омут с головой, не прочитав. Нет, кошечка все считает. Но он понимает суть вот эту, да, что без ошибок-то все равно никак. Поэтому кто первый, тот и выиграет. Чья это цитата, я не знаю. Ну, чья-то. Я не претендую, что это моя. Где-то в интернете я когда-то это вычитал. Вот, и второй ключ. Сосредоточьтесь. Запишите себе первый ключ. И сосредоточьтесь на втором. Значит, смотрите. Второй ключ еще более. Дело в том, что перед любой значимой победой есть усилия. Вот вы хотите научиться водить машину. Надо 2 месяца прожить адово просто, да, с еженедельными, там чуть ли не ежедневными уроками, теорией, практикой, стрессом за рулем, седыми волосами, дергающимися губами и глазами, там, ну, понятно, что не у всех так, но так у многих. Вот. То есть перед любым значимым усилием, точнее, перед любой значимой победой есть усилие. И абсолютно всегда усилие вознаграждается многократно.
Ну, иногда в 100 раз больше вы получаете удовольствие после усилий, иногда в 10. Но всегда за усилием приходит новый уровень жизни, когда вам это усилие не страшно, да, то есть вы вырастаете. Вот. Например, ты 2 месяца потратила на то, чтобы учиться водить машину, и всю жизнь ты можешь путешествовать по всему миру и водить автомобиль, брать в аренду. Потратил 3 года на то, чтобы выучить язык, и можешь всю жизнь свободно владеть языком. Ну, то есть это несопоставимо. Так вот, что отличает лузера от победителя? Очень простая вещь. Лузер смотрит больше на усилия, чем на победу. То есть он всегда, когда он идет водить машину, он думает: Господи, как это будет сложно, как тяжело, сколько времени. 1, 5, 10. Короче, тяжело. И из-за того, что он смотрит больше на затраты, на усилия, а не на победу, у него нет энергии, понимаете? Энергия-то берется ведь из цели. Цель-то от слова целостность, да? То есть ты должен быть целостным с целью, чтобы чувствовать ее энергию, правильно? А что же это, пардон, за целостность, когда ты все время думаешь о том, как тебе будет тяжело и плохо? Поэтому тот, кто думает больше о сложностях, тот в итоге и утопает в сложностях. И потом сидит, жалеет себя, оправдывает, смотрит тоскливыми глазами на весь Диснейленд вокруг, да? Сам сидит на скамейке, слушает визг катающихся на аттракционах этой жизни. И наоборот, кожный человек с зарядом на победу в здоровом таком хорошем военном состоянии. Он обязательно считает все усилия и затраты, но он делает это один раз. Все остальное время он думает о победе. О победе, да, то есть он смотрит на затраты через победу, а лузер наоборот, смотрит на победу через затраты. Поэтому один все время видит затраты. Ему все время тяжело и сложно. А второму наоборот, для него затраты не затраты, потому что он питается энергией победы, которая за ними, то есть он смотрит дальше. Так вот, друзья мои, второй навык: смотрите дальше, смотрите в победу. Не смотрите на затраты, смотрите на победу, которая за затратами. Ведь вы же машину ведете, вы же понимаете, что если вы будете смотреть на капот, вы далеко не уедете. Надо смотреть дальше, в точку, в цель, в конец улицы, куда вы едете. Тогда вы заранее будете реагировать на все, что происходит. Это второй ключ к включению энергии кожного вектора. Еще раз, это не просто, да, мастер действия у вас не включится на вот так. Но с этого начинается. С этого начинается. Если этого нет, то про победу можно забыть. Так, еще пара штрихов про кожный вектор. Поотвечаю на вопросы, потом сделаем перерыв 3 минутки. Значит, как картина мира кожного человека? Ну, надеюсь, вы уже поняли. Это картина мира что-то типа, знаете, как в компьютерных играх, да? Герой выходит на поле, и у него там раскидано. Тут у него баночка со здоровьем, тут мешочек с деньгами, тут сундук с сокровищами, тут арбалет, тут копье. То есть поле ресурсов. Да? Поле ресурсов. Так вот, для кожного человека жизнь — это поле ресурсов. В первую очередь. Что значит жизнь в первую очередь поле ресурсов? Это значит, у него взгляд добытчика, охотника. Да? Он на все смотрит с точки зрения, как это получить, как этим овладеть. Более того, он прекрасно понимает, что любым ресурсом кто-то уже владеет. Ведь любые деньги, например, они уже чьи-то. Да? Любая земля уже чья-то. Поэтому, дальше вопрос, как мы сыграем в это. Как мы сыграем в это. Но в этом смысл, да, прирост ресурсов. Кто будет больше контролировать ресурсы, кто больше насобирает. Есть люди, например, со звуковым вектором, для которых это все не имеет смысла вообще. Вот это вот ресурсы, движуха,
деньги. Вообще о чем речь? Смысл жизни, истина, да, вот что рулит. Ну вот такие люди есть, да. Есть люди, для которых смысл жизни в красоте, в любви. Так вот, для нас нет, мы люди очень практичные, даже в любви, если честно. Да, даже как бы в парных отношениях мы, знаете, счета можем раздельные иметь. Вот если вы в курсе про брачные договоры, это придумали кожные люди, что любовь любовью, а при чем тут имущество-то? Давайте не будем путать мух и котлеты, да? То есть мы не люди про близость, про глубину, как мы проникли друг в друга, мы слились и стали единым телом, и это тело в целостности на одной волне. Это не про нас, друзья. Наша модель парных отношений, она больше про партнерство, что ты меня принимаешь таким, какой я есть, я тебя принимаю такой, какая ты есть. Счета у нас с тобой разные, земельные участки тоже разные. Нам вместе нравится проводить время, совместно управляем имуществом. Ты неплохо зарабатываешь, я неплохо зарабатываю. Вот. Кто у нас на поле ресурсов может встретиться? Ну, понятно, кто. Это партнеры или конкуренты, да? Партнеры — это те, с кем мы вместе стремимся владеть имуществом, а конкуренты — это те, кто стремятся помешать нам им владеть. Поэтому мы смотрим на соседа по лестничной клетке, и мы видим в нем не потенциального друга или того, с кем мы будем вместе проводить вечера. Мы смотрим, можно ли к нему зайти и там, не знаю, соль попросить или скинуться, да дверь поставить хорошую в подъезде. Ресурс, полезность, да? Кем работаете, сколько зарабатываете, чем вы можете быть мне полезны, чем я могу быть вам полезен. А душу вы можете при себе оставить, я на нее совершенно не претендую. Вот. То есть мы живем в реальном мире, как мы называем это. Ну, это, конечно, большой и минус кожного человека. Он не чувствует тонких материй. Но он очень хорошо чувствует реальность. Да? Он ни на кого не перекладывает ответственность и винит, как правило, только себя. Только себя. Поэтому с нас, как бы, знаете, спросить это как с гуся вода. Как вы могли? Мы же отдали вам последние деньги, а вот ваша фирма лопнула. Ну а что вы? Ну, риски бывают, такова жизнь. Да что же это за жизнь? Вы себе зарплату по 100 тысяч долларов в месяц платили. Ну а что я должен? Бесплатно на вас работать? Вот, все, получал зарплату, закончил. Я же не скрывал, вы могли. Вот у нас тут есть ссылочка мелким шрифтом со звездочкой на 4-й странице внизу. На английском языке написано, какая у меня зарплата, что-то такого. Все, знаете. Ну, то есть мы по факту, понимаете, мы работаем по факту. У нас нет претензий к другим людям, что они пытаются нами попользоваться, но и мы тоже попытаемся попользоваться вами. Уж извините, так устроен реальный мир. В нашем мире рулит несправедливость и неправда, а рациональность, расчет и умение сделать попытку, быть настойчивым, пока не получишь желаемое. Хорошая, здоровая, животная, жизненная позиция. Ну и последние пару слов перед тем, как я перейду к ответам на вопросы по кожному вектору. А, кстати, нет, я сейчас не буду вам отвечать на вопросы. Я сейчас закончу кожный вектор, потом сделаем перерыв, я расскажу вам следующий вектор, а потом сделаем ответы на вопросы по обоим векторам. Вот так мы поступим. Вот так. Значит, я немножко хочу вам сказать еще такую практику именно, да, то есть чтобы вы такой практический аспект лучше почувствовали.
Значит, как часто кожный человек видится другим людям со стороны. Вот есть, например, люди с обостренным чувством справедливости. Так вот, для них кожный человек часто кажется лживым. И из-за этого много непонимания, конфликтов, неприятия друг друга. Вот. Ну вот, понимаете, есть люди, вот он дал слово, и все, он будет всю ночь стоять, как в рассказе в известном про ребенка, про несчастного ужасно, который дал слово и простоял всю ночь. А дети спали при этом мирно. А он воевал. Вот, так вот, кожный человек так делать не будет. Если он поймет, что происходит что-то не очень рациональное, что ли, то он совершенно спокойно поменяет свою точку зрения, в конце концов. Понимаете? И вот это вот многим людям с обостренным чувством справедливости, им кажется это лживостью. Ну вот как это? Как ты мог вот так поступить? Ну мы же договорились. Ну, мы договорились. Я передумал. Как это ты передумал? Ну как это ты передумал? Ну мы же договорились, что мы вместе будем делать. Ну слушай, ну у меня другие обстоятельства поменялись, да? Обстоятельства поменялись. Мы же в моменте, да? Мы же идем вместе с жизнью, мы же на волне. Ну, обстоятельства поменялись, а что делать? Как это они поменялись? Ты же мне слово дал, да? Ну вот такие идеологии происходят. Почему сложно принять иногда лживость кожного человека? И как это с этим легче обходиться? Очень просто, друзья. Вы посмотрите, вы же поймали переживание его, да? Рост, победа, обгон, новые ощущения. Вот посмотрите с этой позиции. И вы увидите, что с этой позиции, ну, как бы жизнь-то идет, что же я буду склеен своим приклеен словом намертво к прошлому? Ну что я буду, гвоздем прибит к дереву, как бы тем, что я тебе что-то пообещал? Но если реально жизнь-то идет вперед, поэтому для кожного человека это естественный процесс внутри. Ну, жизнь меняется, война план покажет. Поэтому он двигается. Поэтому он не держится за слово. Да, он слово дал, слово взял, он хозяин своего слова в этом смысле. И с точки зрения победителя это работает. Но с точки зрения справедливости это, конечно, жесточайшее нарушение. Вот. Многим людям, которые считают себя глубокими людьми, такие есть, да? Кожные люди считают, им кажутся поверхностными. Ну, в каком плане? Что они быстро, кожный человек, он быстро там, раз, посмотрел, покрутил, повертел, принял решение, погнал дальше. Ценник поставил, все, пошел торговаться, да? Быстро сделал вывод, там, ну, ваша эта система, 8 векторов. Так, 10 минут послушал, все понятно, пошел дальше. Вот. С точки зрения понимания, знания, да, мастер действия, он на то и мастер действия, что он живет действием больше, нежели философскими смыслами или нравственными категориями или чем-то еще. Но вам надо посмотреть на другую глубину, насколько глубоко он чувствует жизнь, то есть на глубину его ощущений, на глубину его контакта с реальностью, и вы увидите, что те, кто отвисают в смыслах, в ведах, да в буддизмах, в православии, в зороастризме, в исламе, да, они в меньшей контакте с реальностью. Они в меньшем контакте с реальностью. А кожный человек, наоборот, он в очень хорошем контакте с реальностью. Он идет с ней рука об руку. Ну и, конечно же, людям, которые считают себя очень развитыми, кожные люди часто кажутся неразвитыми, жадными, ну или жадноватыми, просто завистливыми, злыми, агрессивными, хищными.
Ну что здесь сказать? Если вам это так воспринимается, то скорее всего знаете, что с вами произошло? Что вас трогает? То, что каждый человек, он разрешил себе заботиться о своем интересе и выгоде. Каждый человек разрешил себе потреблять, пользоваться этой жизнью, говорить себе, что он хочет и двигаться к этому. Действительно, часто без оглядки на других, но он разрешил себе пробовать жизнь на вкус, на цвет, на ощущения. Он разрешил себе загребать вовнутрь и наслаждаться этим. А многие люди запрещают себе это, и в них вызывает это такое отторжение. Вот посмотрите на это с другой стороны, что он нашел в себе силы это сделать. Он нашел в себе ресурсы это сделать. И вам будет легче. И вам будет легче. Так, друзья. Ну что, вы поймали кожный вектор? Поставьте плюсики, ну или какой-то комментарий. Дайте, вы поймали вообще эту энергию? Сейчас я расскажу вам следующий, и вы обалдеете, насколько это по-другому. К сожалению, естественно, вот то, что я вам сейчас рассказал, это просто, я даже не знаю, это набросок, да. Это вот есть реальность, есть видео HD, есть менее качественное видео, есть фотография, есть рисунок, а есть только набросок. Вот если взять реальность, то можно очень много рассказать о его сексуальности, почему он кожный вообще, я ведь вам не рассказал, почему это именно кожа. О том, как он исторически проявился, о том, как он складывается с другими векторами, о его здоровье, о его предпочтениях в еде, о сексуальных предпочтениях, о том, как он ведет себя с коллегами, о том, как он воспитывает детей, о том, как он относится к родителям, о том, как он строит парные отношения, о том, какие у него есть страхи, о том, откуда он там, больше, можно сказать, черпает силы. То есть очень много можно рассказать обо всем этом. Но у нас с вами просто время ограничено, поэтому я такой как бы торпеду энергетическую вам кидаю. Вот как он ощущает мир, это самое главное. Если вы поймали это, то это уже много, да, то есть у вас начнет это раскрываться. Значит, смотрите, давайте сделаем перерыв, и я к вам вернусь с анальным вектором. И познакомлю вас с ним. Перерыв давайте минутки 4-5 сделаем. Все, я вернусь. Не теряйте меня, возвращайтесь, попейте водички, сходите в туалет, налейте чайку, возьмите печеньку. Возвращайтесь, поговорим про анальный вектор. Так, ну что, друзья мои, меня слышно? Да, должно быть слышно. Угу. Ну что, погнали? Готовы вы? Так. Вопросы свои запишите, да, сейчас я расскажу вам анальный вектор и поотвечаю на вопросы. Ну, я постараюсь побыстрее, вот что-то я растекся мысли по древу, по кожному. Значит, следующий наш персонаж, очень харизматичная личность, легендарная, можно сказать, в системе
из 8 векторов. Чтобы вы сразу не тыкали пальцем и не давали друг другу обидные клички и названия. Я вас предупрежу, что я думаю, что у всех, сколько сейчас там, 450 человек в чате. Я думаю, что у 449 этот вектор имеется. Не надо иметь на эту тему иллюзий. Вот, это мастер качества или анальный вектор. Ну, как и с кожным, я не буду рассказывать, почему он именно такой. Да, это как бы предмет отдельного разговора и довольно длительного. Я начну сразу с морковки спереди. Да, то есть то переживание, которое в человеке с анальном векторе будоражит все его большое внутреннее естество. Значит, в чем его отличие от человека с кожным вектором, чтобы вы сразу поймали это? Кожный вектор, помните, он как лыжник, да? Он едет по поверхности жизни, отталкивается от кочек и скатывается с горочек. То есть он в потоке, в моменте. Он на гребне волны. Он на гребне волны. Мастер качества. Ой, тяжело, конечно, об этом говорить, но он находится по отношению к жизни в совершенно другом состоянии. Мы, к сожалению, не такие резвые друзья, как кожники. Поэтому мы бежим за миром все время, бежим и все время не поспеваем. Понимаете? И это для нас очень тяжелое, очень тяжелое для нас состояние. Нам кажется, вы знаете, когда мы вот это все видим вокруг, вот это вот, как рождаются новые продукты, развивается интернет, ютубы, какие-то программы, флешмобы, биткоины растут, а мы ни хрена в этом не понимаем, мы, за этим не поспеваем, мы не понимаем, то ли это разводят нас несчастных, то ли какие-то вещи важные происходят. Короче, нам кажется, что как будто рехнулись все коллективно. Вот примерно так. Вот такое у нас, знаете, ощущение по жизни. Как будто весь мир сошел с ума, и все куда-то бегут. А у нас внутреннее, понимаете, мы совершенно другие люди, у нас совершенно другое состояние. Мы люди как бы спокойные, неторопливые, без суеты, без вот этой вот всякой, без беготни. И нам, конечно, сейчас вот в это время, в это страшное время кожное, нам очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому основное переживание, да, центральное переживание, центр ромашки в анальном векторе, это желание защититься от угроз этой такой непонятной, такой большой, такой быстрой, такой неуловимой для нас жизни. Понимаете? То есть то, что мы ищем, то вообще вот то, что нам доставляет радость, то, к чему мы стремимся. Мы хотим пережить состояние уверенности, наконец-то, в завтрашнем дне. Нам нужна гарантия, понимаете? Вот есть люди, которые так воют по стабильности, да, что когда же наконец-то все устаканится. А то в политической ситуации бардак, на работе бардак, в семье люди вещи на место не ставят. Вот нам хочется, чтобы, знаете, вот, спокойно, чтобы было, что ты точно знаешь, что у тебя есть в этом большом мире своя маленькая норочка, комнатка, где уже вот все заранее известно, где приготовлены денежки на старость, что их никто не отнимет, что они не обесценятся, что их на все хватит. Да нам много и не надо, нам важно это спокойствие. Спокойствие. Понимаете? Вы понимаете, вообще вот хоть кто-то меня понимает сейчас, а? Вот я хочу открывать глаза, человек анальный просыпается.
И он хочет понимать, что у него все устроено, понимаете. Дети пристроены, все нормально, в школу пошли, там, в университет устроимся. Да, с женой все нормально, здоровье вот вылечили, слава богу, все в порядке. Доход какой-то есть, и вроде пенсию обещали повышенную. Ну, вроде более-менее все нормально. Вот к чему мы стремимся. То есть наше переживание главное, это что мы защищены. Что мы защищены. Что не будет внезапно там, пришел Чубайс, и опять разруха, и непонятно чего. И люди, которые работали всю жизнь по-настоящему, они остались без всего. Уважение еще. Нам очень важно людское уважение, потому что, ну что говорить, на уважении все строится. Ну, с нашей точки зрения, естественно. С точки зрения мастера качества. Уважение это что такое? Это ждать нашему качеству, да? То есть, что мы, как бы, нормальный человек, нас уважают. Вот. Мы, кстати, когда с людьми знакомимся, тоже мы, знаете, в первую очередь на что тестируем? На надежность, да? Надежный ли человек? Можно ли доверять? Будет ли преданным другом и товарищем? Или так себе вот это вот кожное, гнилое внутри? Знаете, каждый же вектор, он ощущает состояние других векторов, ну, как какое-то отклонение, да? Вот что такое для анального человека кожники? Которые про деньги, про скорость, про подвижность, про гибкость. Вот как он это ищет? Это сломанный анальник. Он потерял спокойствие, ну, такую мужскую или там женскую, хорошую такую вот семейственность. Сломанный анальник. Понимаете? Поэтому жизнь, которую проживает человек с анальным вектором, или многовекторный человек, но у которого анальный вектор доминантный, это всегда жизнь по принципу построения защиты. Он как бы возводит вот так вот вокруг себя стены. Да? Вот он учится на пятерке, чтобы с гарантией взяли высшее учебное заведение. С гарантией, понимаете? Дальше обязательно надо... Ну, на работу уж не возьмут сразу вот так вот, чтобы платить, да, то есть надо сначала заслужить. Мы первую половину жизни, а она у нас, эти половины делятся примерно так. Первые 60 лет мы работаем на репутацию, оставшиеся 20 мы ей гордимся, она работает на нас. Вот, так вот, сначала надо заслужить. Поэтому мы попадаем вот в эту ловушку заслуживания, и где-то первые лет 60, ну, иногда 50, если повезло, 70, если не повезло, то мы заслуживаем. Значит, дальше идут образование, желательно несколько. Вот, оценки это гарантия стипендии, оценки это гарантия, что на работу. Ну, то есть мы, понимаете, мы все время как бы в позиции защиты. Мы укрепляем крепость своей значимостью, уважаемости, своей вот этой вот тяжеловесной конструкцией, которую мы называем своей личностью. Ну, дальше трудиться, желательно у какого-то мастера, который научит, покажет, как, чего, тоже сначала помощником, подмастерьем. Вот. А когда уже заслужил, то постепенно, потихонечку, полигонечку, там годам к 40, собственные первые шаги, а там, глядишь, и практика. Вот. Ну и заслуженная, друзья мои, это ж так важно для нас, анальных людей. Нам же чужого не надо. Заслуженное место мы получаем. Вот она, состоявшаяся жизнь анального человека. Он все постепенно, последовательно проверяет на качество, надежность. Ну, вот. Кстати, в парных отношениях крепость чувств мы также проверяем, как и сапоги, когда берем. Вот кожичек вертит сапог,
Он что смотрит? Стоит он своих денег или нет, да? Анальный человек, он смотрит, сапог надежный ли, чтобы не подвел, когда в лужу наступишь. Он также и жену вертит, чтобы не подвела, когда в армию пойду. Вот. Значит, в парных отношениях точно так же. Мы проверяем крепость чувств, можем 5 лет проверять, можем 7, можем 10. Потом, когда мы чувствуем, что пришла пора, мы делаем решительный шаг и делаем предложение по-мужски на одном колене с цветком в зубах. Вот. Предварительно советуемся, кстати. Советуемся. Вот. На удивленные возгласы: а что ты советуешься? Ты 7 лет с ней, она у тебя одна, ты никогда в жизни на другую не смотрел. Мы неодобрительно трясем головой. Думаю, важный вопрос вообще с человеком жизнь связать. Что такое 7 лет на фоне жизни? Ну, для каждого человека 7 лет это целая жизнь, да, но для человека более медленного это только начало, вступление. Вот. Значит, если все это произошло, то анальный человек, он все проверил тщательно, добротно, убедился, что все надежно, что все хорошо, и тогда он делает решительный шаг, и уже его не остановить. 7 лет готовимся, сутки действуем. Вот. Ну, морковка спереди, я надеюсь, вы поймали, да? То есть это ощущение гарантии, уверенности в завтрашнем дне. Что можно выдохнуть спокойно, все, что все нормально, подготовлено, соломка постелена. Вот, даже если мы упадем на свою эрогенную зону анальную, то не так сильно расшибемся, как могли бы. Вот. А какое состояние обратное у человека с анальным вектором? То есть морковка сзади. В чем она? Она в том, что мы потеряны в этом мире. Понимаете? Что мы не создали вот эту свою гарантию. Мы не нашли свой вот этот вот способ выжить в этом страшном мире. Мы не нашли способ прожить эту жизнь в состоянии защищенности, со своим каким-то, со своими какими-то корнями, со своей уверенностью. Это когда, понимаете, мир обманул нас. Вот что такое обратное состояние. Когда я обделен. Мир безвозвратно ушел вперед. Я не успел. Я не поймал. Я не участвую в празднике жизни. Я ничего не умею делать хорошо и качественно. Дом не построен, сын не выращен, дерево не посажено. И если это с нами происходит, то тогда наш мастер качества пребывает в самой что ни на есть качественной и глубочайшей обиде на этот несправедливый мир. Он на все жалуется, он всем недоволен, всюду его обманули, все неправильно, везде хотят на него тень бросить, в чем-то его обвинить. Короче, очень тяжелое состояние. Обида, настоящая, тяжелая, взгляд из-под лобья, такие губы, как у бульдога, со всеми вытекающими. Поймали основное переживание, да? Серединку ромашки. Поймали вообще вот к чему стремится и от чего убегает человек с анальным вектором? Поймали, окей. Хорошо поймали даже. Великолепно. Значит, также по чуть-чуть расскажу. Сейчас попробую как бы покороче рассказать, чем кожный. Ну, как пойдет, вы же понимаете. Тут такие вопросы приходится поднимать. Щекотливые. Вот, например, знаете, есть такая штука у нас, у анальных людей. Немного неудобно говорить об этом прилюдно, но, в принципе, я уже затронул эту тему, что мы немного медлительные. Мы медлительные во всем.
мы медлительные в питании, мы медлительные в соображательных процессах. Вот, подумать, решение принять. Мы иногда настолько медлительны, что, как это сказать помягче, немного раздражаем других людей своей медлительностью. И они в сердцах говорят нам резкие, обидные слова. Ну, например, даже применяют слово «тормоз», например, для нас. Или какое-нибудь такое. А если вы застали нас врасплох, то мы вообще можем вот так в ступор впасть. И не найти с чего сказать. Поэтому, когда мы говорим с вами о возможностях, как их видит человек с анальным вектором, ну, конечно, вы догадываетесь, что он не видит их как человек кожный. Кожный человек, он живет в мире возможностей, потенций. Он открывает глаза и на своем поле чудес и ресурсов пошел, ручки пошли, хапать, и все вовнутрь, да? Человек с анальным вектором не может двигаться так быстро, ведь кругом же кожники, они обгоняют рядом. Поэтому у нас нет таких больших амбиций. У нас нет таких больших амбиций, как у кожных людей. У нас нет амбиций нахапать как можно больше, урвать у ближнего из горла и у него достать в последний момент, придушить. У нас нет амбиций у кого-то что-то увести, нам чужого не надо вообще. Нам только наше не трогайте. Нет у нас никакого желания расти, там побеждать, стремиться вперед. Мы увеличиваем, мы как дерево пускаем корни во все стороны, мы увеличиваем свою территорию. Поэтому, если взять жизнь, да, и вот это вот вся вот эта вот движуха кожная, которая тут происходит, купи, продай, там кто успел, тот и съел, мы в этом не участвуем принципиально. У нас другой принцип. У нас ты знаешь свое место, а я буду знать свое место. Ты не лезь на мое место, а я не буду лезть на твое место. А если ты взял с моего места, то взял и положи на место. Мы представляем жизнь примерно как механизм, где у каждого есть свое место. Ну, мы еще с вами об этом поговорим. Поэтому, так как мы не очень быстрые, не очень подвижные, не очень гибкие, ну, можно сказать, почти не гибкие совсем, вот, то мы в конфликтах себя чувствуем очень неуютно. Вот когда вот это вот начинается, там, сколько зарабатываешь, а кем жена работает, мы не успеваем, понимаем, мы не умеем вертеться, как этот волк, ну погоди, там, который яйца собирает, да? Мы так не умеем. Поэтому мы защищаемся от этого. Мы как бы очень не хотим конфликтов, но при этом все время, опасаясь конфликтов, мы везде видим крамолу. Мы везде видим какую-то попытку у нас что-то отнять, когда даже ее нету. Поэтому мы все время защищаемся и защищаемся. И мы заранее угрожаем. Вот человек новый пришел на работу, мы сразу ему объясняем, какие у нас правила, чтобы, не дай бог, выскочкой не полез что-то тут менять. Да? То есть мы сразу в позицию защиты встаем. И из-за этого мы внешне выглядим как крайне конфликтные люди. Хотя конфликтов мы не любим. И чем больше мы обижены жизнью, тем больше мы со своей правдой лезем куда надо и не надо. Вот как только вы видите, что человек лезет с какой-то своей правдой, его никто не звал, никто не просил, что-то он ляпает, там его везде учит кого-то. Это человек с анальным вектором в состоянии обиды. Значит, жизненная позиция у нас, друзья, пассивная. Да. Ну, пассивная, ну, вы же понимаете, я в приличном смысле слова. Вот, вы не подумайте, что плохого. Хотя и это тоже бывает, да. Ну, мы с вами про основные вещи говорим. Пассивная в каком смысле? Мы из тех граждан, которые ждут, пока их клюнет в жопу петух. Причем это должен быть такой хороший петух, чтобы уж клюнул, чтобы мы хотя бы это почесались.
Мы живем жизнью профессионала, и одна из первых профессий, которую осваивает практически любой человек с анальным вектором, это профессиональный диванолежатель. Вот полежать, такая обломовщина, знаете, если вы читали, ну, я думаю, что в школе все читали. Полежать, неторопливо, ну, прийти в себя от этого мира ужасного, который нас все время из себя выбивает, подумать, отдохнуть. Наша жизненная позиция пассивная. Нам тяжело перейти к действию. Мы не мастера действия, мы мастера качества. Да? А чтобы дать качество, надо хорошенечко посидеть. Но мы про качество с вами еще поговорим. Вот. И мы, к сожалению, те граждане, которые двигаются от кнута. То есть очень часто женщина рядом с анальным мужчиной превращается в женщину-пилу. Да? То есть она его все время пилит. Вот есть рыба-пила, есть женщина-пила. Задача женщины-пилы быть кнутом для человека, который застрял в анальном векторе. С женщинами то же самое, кстати, но они чуть-чуть полегче в этом плане, потому что там с эмоциями другая штучка. С вами завтра обсудим на зрительном векторе. Вот. В силу того, что мы так беззащитны, да, вы же почувствовали, я думаю, что все вытекает из чего? Из ощущения беззащитности перед жизнью. В силу того, что мы так беззащитны, нам требуется какое-то вот руководство, знаете, руководство. Чтобы кто-то нам помог, подсказал, как в этом страшном мире надо ориентироваться. Вот таким руководством для нас являются авторитеты. А авторитетов у нас два типа. Это исторические события. То, что случилось, и показало какой-то опыт. Да, опыт. То есть чужой опыт — это для нас основной авторитет. Вот. А еще больший авторитет для нас — опытные люди, которые жили давно. Чем дальше они жили, чем дальше в средние века, лучше еще дальше, Древний Рим, Древняя Греция, Платон и Гераклит. И вот это для нас самые умные люди. Человеку с анальным вектором кажется, что люди, они всю жизнь деградируют. Да? Поэтому чем старше, тем более умные мысли у них были. Вот. Ну и, конечно, основные нарекания у нас в сторону кожных людей. Да? Кожники, лживые люди — это бич нашего времени, говорили анальные люди 1000 лет назад. Лживые кожники — это бич нашего времени, говорили анальные люди 500 лет назад. Лживые кожники — это бич нашего времени, говорили анальные люди 100 лет назад. Сегодня тоже говорят. Вот. Мы вообще мы на самом деле живем в прошлом. То есть мы все время видим, как настоящий момент, а он же все время движется, да, как он рушит наше прошлое, как разрушаются старые дома, как меняются наши старые друзья, как на нашей любимой улице разорился наш любимый молочный магазин, в который мы с детства ходили. Как меняется облик планеты, городов, нас самих. И мы все время в состоянии тоски о том, как это все мимолетно, как жалко, как теряется, уходит наше прошлое, вот этот предательский настоящий момент. Сейчас уже все не то. Я не знаю даже, стоит ли мне тут говорить про риск. Я думаю, что вы же поймали, и довольно неплохо, что не самый большой мы любители риска, да, то есть косолапыми ножками идти по канату, как вам сказать, довольно тяжеловато это. Довольно тяжеловато. Мы, видите, наше движение — это не наша фишка. Наша фишка — это
посидеть, собраться, руками что-нибудь сделать, там собрать модель какую-нибудь или выстрогать детальку. Вот, мы более такие усидчивые граждане. Поэтому вот эти рисковые темы, там вписаться в какой-то блудняк, быстро попробовать, рискнуть, а вдруг выгорит, не выгорело, ой, извини, чувак, это все не наше. Это все для нас сразу развод, мошенничество и все такое. Вот кожник вписывается в кредиты, да? В 5 штук. Знаете, как человек с анальным вектором вписывается в кредит? Сейчас я вам расскажу. Уже на подписании он чувствует, что происходит что-то плохое. Погано на душе, понимаете? И когда выходит, то еще поганее состояние. Как будто то ли в рабство попал, то ли душу продал. Особенно вот в ипотеку в какую, на 30 лет вписаться. Человек с анальным вектором, он не чувствует прелесть кредита, как это чувствует кожный человек, да? Для кожного человека кредит — это возможность ощущать жизнь на пике и расплатиться за это потом. А вот для анального человека это, конечно, грабеж. Мы не живем ощущениями в этом смысле. Нам не так важно, модно, не модно, сейчас или завтра. Мы можем подождать. Вот, поэтому мы живем правдой, понимаете? А правда такая, что с чего я должен платить им по 30% сверху за квартиру или машину? Это же грабительство. Вот такая у нас правда. Поэтому мы не понимаем вообще сути этого механизма кредитования. Мы берем кредит и сразу стараемся его отдать. Как можно скорее. Чтобы сбросить эту гору с плеч. То есть риск, да, ощущение каких-то обязательств, это для нас очень тяжело. Это подвергает сомнению нашу надежность, наши жизненные устои. Мы лучше перестрахуемся, мы лучше лишний раз перезаймем у знакомых, которые, если что, без процентов, ну вы понимаете. Значит, какие силы? 3 силы у человека с анальным вектором. Ну, первая сила – это, конечно, его упрямство. Знаменитое анальное упрямство – это легенда. Нет такого бульдозера, чья тяга мощнее, чем тяга упрямства человека с анальным вектором. Если он вошел в ступор, наклонил голову и как баран уперся рогом, все, хана вам. Дальше после этого все стадо баранов может его стоять на коленях и уламывать. Васенька, ну ты пойми, что мы не хотели тебя обидеть, Васенька, ну прости, пожалуйста. Но он будет говорить: нет, негодяи воспользовались честным человеком. Вот. Логики у нас нету совершенно. У нас, если мы умудрились развиться, то вот это упрямство наше, оно превращается в хорошее качество, кстати, в силу воли. Сила воли – это волевое усилие, направляющее нас на цель. Как у мужика, у настоящего. Настоящий мужик должен быть волевой. С вот такой вот челюстью, с раздвоенным подбородком и с губами, желательно так немножко вниз, в обиде. Вот это мужик. Сравните с кожной дисциплиной, да? Дисциплина – это нет. Никуда не пойдешь, пока не покрасишь забор. 3 «не» в одном предложении. Кожный человек, он не заставляет вас ничего делать. Он просто не даст вам делать ничего другого. Он не говорит: иди, крась. Он говорит: никуда не пойдешь, пока не покрасишь. Человек с анальным вектором скажет: я сказал, иди крась забор. То есть мы такие вот, это давление, сила воли — это совершенно не то, что дисциплина. Это давящее усилие, это сила извне, это сразу в цель, и это всерьез и надолго, поверьте мне.
Значит, если человек с анальным вектором воспитал в себе силу воли, то тогда он имеет шанс стать профессионалом. И это его лучшая судьба, друзья мои. Потому что только на силе воли можно разобраться во всех деталях и тонкостях и действительно стать профи. А вы же знаете, как классно обращаться к профи, да? Когда человек владеет тем, чем он зарабатывает. Вторая наша сила – это близкие люди. Понимаете, мы не умеем, как кожные люди, брать ответственность за себя. Мы всегда ответственности боимся, поэтому мы тяжело решаем. Нам тяжело в комнату войти, если мы знаем, что там люди незнакомые сидят. Мы выдохнем, соберемся, возьмемся за ручку, бросим опять, выдохнем, соберемся, вспомним первую фразу, откроем, впадем в ступор, забудем первую фразу, закроем, вспомним первую фразу. У нас тут такое вот происходит часто. Вот, поэтому нам во многом придает силы ассоциация с другими людьми. Когда у нас крепкая семья, рядом близкий человек. Мы объединяемся с людьми, похожими на нас, по любым признакам. В коллегии, в советы, в сообщества профессиональные, в гильдии, в братства анальные, которые пришли к нам из средних веков, религиозные. Да, то есть мы, когда мы часть чего-то большего, когда мы представитель какой-то большей структуры, вот тогда мы чувствуем в себе силу. Ну и, конечно же, опыт. Я уже упоминал, опыт – это наша третья сила. Получить опыт в ситуации – это уже для нас, это уже опытный человек, не то что вы. Зеленые, ничего не понимаете. Мы даже обряды посвящения зеленых устраиваем в пожарники, в менты, в армии, там, в кого угодно. Вот. Если у анального человека, у мастера качества развились эти свойства, он может создать по-настоящему качественный продукт, то он способен пережить в этой жизни офигенное состояние. Это состояние мастерства. Это невероятное по своей глубине переживание. Это переживание власти над какой-то сферой жизни. Где бы ты ни был мастером, будь ты повар, или ты ведущий ток-шоу, или ты инженер, или ты юрист, или тракторист, неважно, но если ты овладел чем-то, то ты можешь наслаждаться властью над результатом. Что ты реально делаешь, это круто, мастерски. И за это анальный человек всегда получает свою судьбу. Получает место в обществе. Место в социуме. Свою зарплату, свой кусок хлеба. Вот это 3 его основных силы. И наоборот, если он это не распробовал, да, то он становится человеком, который не умеет доводить до конца. И тогда это становится его проклятием, потому что за что он не возьмется, все бросает. Он все делает грязно, да? Некачественная работа. Ты просишь написать, написано тяп-ляп. Ты просишь нарисовать, нарисовано тяп-ляп. Ты просишь прийти вовремя, он опоздал. Ты просишь доделать, он не доделал. Вот такое ощущение грязной работы, неаккуратной работы, неглубокой работы. Очень неприятное ощущение от такого человека, и сам он проживает жизнь глубоко несчастно. Как правило, это путь в тролли, да, то есть единственное, что ему остается, это выплескивать свою обиду наружу. Это путь в обиженный, и в тролли, вот в такие вот состояния тяжелые. Теперь ключи. 2 ключа. Было у кожного вектора 2 ключа и 2 ключа у анального вектора. Как активировать в себе энергию анального вектора? Сосредоточьтесь. Значит, я уже много сейчас рассказал про качество, про защищенность, про мастерство. Так вот, мастерство и есть гарантия того, чтобы прожить достойную жизнь для человека с анальным вектором. Если у вас есть анальный вектор, друзья мои, вы должны в чем-то стать мастерами.
Вы должны. Вы просто обязаны, иначе это будет проситься у вас наружу, эта энергия, она будет хотеть чего-то, какого-то основательного подхода, глубины, чтобы вы разобрались и поняли. И если человек с анальным вектором становится мастером, то это путь к богатству. Огромное количество людей, не знаю, там ставит свечки, молится, пьет какие-то снадобья, энергиями управляет погодой, это нефиг делает. Своей жизнью не могут управлять, погодой пытаются управлять. Пытаются найти каких-то знакомых, как-то перескочить из своего текущего состояния в богатство. Не понимая одной простой вещи, что есть гарантированный, понимаете, насколько это круто? Есть гарантированный путь стать богатым. Какой? Станьте мастером. Мастер в любом деле зарабатывает очень неплохие деньги. Это, конечно, не офигеть, не встать. Вы в космос вряд ли полетите на эти деньги. И вряд ли вы объездите весь мир. Но иметь себе нормальную машину, квартиру и съездить в отпуск, это всегда возможно будет. То есть очень простой способ. Инвестируй свое время в мастерство, стань мастером, проживи кайф мастерства. И получи за это достойный уровень вознаграждения. То есть одна из глобальных идей, которая тотально не продана сегодня, это труд. Да? То есть просто трудом, этим самым ненавистным трудом, когда надо каждый день что-то делать. Им и достигается, в общем-то, гарантированно богатство. Вот вы пойдете в бизнес, там нет гарантии. Бизнес – это штормовое море. Всякое может быть. Но с трудом есть гарантия. То есть природа, смотрите, не бросает нас. Она для человека, который так тяжело чувствует жизнь, так не поспевает за ней. Она дала ему гарантированный способ заработать деньги. Стань мастером. И он есть всегда у любого из нас. Потому что большинство из нас имеет анальный вектор. И второй ключ. Это понимать, что мастерство и качество – это когда в вашем деле для вас нет мелочей. Вот вы берете Mercedes, да? Качественный, крутой автомобиль. Что такое качественный? Это значит, что вы не возьмете, винт вы отвинтите от колеса, фару вы с него снимете, за руль вы возьметесь, лобовое стекло, там все качественно, понимаете, там продумано все до мелочей. То есть, если вы создаете шедевр, то в нем не должно быть неважного, там все важно, нет неважных мелочей. Вот второй ключ к тому, чтобы стать мастером. Продукт должен быть совершенным. Вот вы садитесь в машину, в ней все радует вас. Эргономика, качество обивки материалов, движок, как это выглядит. Вот вы кладете руку, там как будто место специально для того, чтобы вы туда ее положили. Понимаете, о вас подумали, каждую мелочь продумали. Вот что такое профессионализм. Это может сделать только человек с анальным вектором. Сейчас труд стыдно. Нет, сейчас стыдно примитивный труд, но на самом деле, вот, не знаю, там, скажем, я думаю, что вы почувствовали, что я довольно неплохо разбираюсь в теме, но так вы же чувствуете, что за этим труд, да? Когда человек играет на сцене, вы же чувствуете, что за этим тысячи репетиций в гараже, чтобы выдавать такой звук, который он выдает. Чтобы тот же самый Mercedes приобрести и наслаждаться им, вглядитесь в него, сколько людей туда невероятное количество труда вложили. Везде труд. Друзья, везде труд. Вот труд это только этап, да? То есть труд не должен быть всю жизнь. Это точно совершенно. Но как этап наработки мастерства, он должен присутствовать обязательно у человека с анальным вектором. Значит, как мы смотрим на жизнь, люди с анальным вектором? Да примерно как на коммунальную квартиру, да? Это вам не поле ресурсов, как у кожника. Это примерно как вот мы все добрые соседи в одной большой семье на планете Земля.
Надо жить с соседями в мире, в честности, в порядочности. У каждого свое место. Ходим друг к другу в гости, поздравляем с праздниками, дарим подарки. Но чувствую себя как дома. Не забывай, что ты в гостях. Этого мы не любим, когда забывают. Вот. Вот так вот, по-хорошему. Угу, по-доброму. По-доброму. У нас такое ощущение, знаете, как будто в голове встроена, инсталлирована от природы большая советская энциклопедия, у нас там все написано, кто как должен себя вести. Вот есть актеры, они должны вот так-то жить, вот так себя вести, вот так выглядеть. Вот есть сантехники, они должны вот так себя вести, вот так выглядеть, вот так себя чувствовать. То есть у нас на все есть как надо. Вот, и все должны быть как надо, и тогда все будет хорошо. Вот одно только нас смущает, что в жизни ни хрена так не работает. И никто не хочет надевать на себя вот это наше как надо. Я же говорю, все кругом испорченные анальники. Ну вот. А у нас, видите, вот это наше надо, оно к другим не подходит. Потому что наше надо, оно очень грубого такого помола. Да? Очень грубая эта сеть. У нас все врачи имеют плохой почерк. Все таксисты слушают шансоны, у нас такие вот обобщения. Все Ивановы, вот я знаю Ивановых, я знавал старшего Иванова, непорядочный был человек. Яблоко от яблоньки недалеко падает, это мы любим приговорки всякие, поговорки с прошлого. Вот, поэтому мы вот так навешиваем ярлыки на других людей, а люди, естественно, этого не любят. Поэтому вот это наше загоняние всех в клеточки, в ящички, в норочки, вот я в своей, а вы в своей, нам-то это очень подходит с нашей жизненной позицией пассивной. Мы как такие, знаете, как хоббиты, кстати. Да, мы как хоббиты в таких вот в норочках бы лежали бы на диванчике, в окно смотрели бы, да пирожки бы ели. Да под пледиком, под клетчатым. В пледик заворачивались когда-нибудь, чтобы в камин разжечь, ножки протянуть, в кресло, качалку сесть и в пледик завернуться. И чтобы за окном вьюга, а у нас тепло. Ой, как мы любим это. Как мы любим вот такие вот хоббитанские темы, а? Ребята. Ну, короче, вы поймали. Вы поймали. Ну и самое главное, конечно, как мы живем. Мы живем, друзья мои, по справедливости. По справедливости. По совести. По совести, по справедливости, как надо. То есть мы очень, очень далеко уходим иногда от реальности. Наши представления совершенно не позволяют нам быть в ритме жизни. Слушай, а чего ты сидишь в этой комнате уже 10 лет? Ты ж такой мастер. Чего ты не растешь, чего у тебя компания не растет? Да мне не надо много. Да мне нормально. Ну погоди, ты же мог бы больше денег зарабатывать, у тебя могло бы быть клиентов больше. Ну, жене бы шубы купил, мир бы съездил, посмотрел. Да слушай, что-то я подумал, не мое это. Ну а что ты продавца-то хотя бы себе не возьмешь? Что ты сам, ты ж продавать его не умеешь, ты хорошо делаешь, там, я не знаю, брошки какие-нибудь, например, из слоновой кости. Чего ты не наймешь себе крутого продавца? Да эти продавцы, ты знаешь, они... Он разговаривал тут с одним, он 50% просит. Ну что это такое? Я делаю такие вещи, а он 50% за свое это, бла-бла-бла. Он же не понимает, что бизнес это не только руками делать брошки. Бизнес это продукт, продажи и управления, как минимум на старте. 3 функции, да? Но мы изнутри так не понимаем. У нас есть понимание, есть продукт. Ну, кому надо, тот купит. Так ты бы уже в 10 раз вырос, даже если полбизнеса отдал. У тебя было в 10 раз больше клиентов. Ты все равно выиграл в 5 раз. Не надо мне это. Это не по совести. Неправильно.
Ну, вот мы, понимаете, если мы что-то себе внушили, то нет такого кирпича, которым это можно выбить из нашей головы. Ну и напоследок, пару слов про принятие. Да? Я говорил про сложности с принятием кожных людей. Есть, конечно же, сложности с принятием и анальных людей тоже. И тут больше сложностей, если честно, потому что люди, которые живут в потоке, быстро и двигаются, да, даже не только кожные, многие другие, они, конечно, приходят просто в бешенство, когда видят нашу медлительность. Кожник начинает вот так вот весь чесаться, вот так. Ну давай, ну что ты так долго, господи, ну что ты там копаешься, ну нам уже надо выходить. Вася, ну давай, ну я же тебя за 3 часа предупредила. Ну и так далее. Тяжело, а у нас как назло мы забываем, куда перчатки положили, ключи свои потеряли, зонтик у нас из рук падает, как только на нас торопится, мы вообще в ступор впадаем, просто застываем. Как принять такое сложное состояние в анальном человеке? Ну, как принять? Надо настроиться на состояние анального человека и увидеть, что он по-другому не может, друзья мои. Не может. Вы представьте, что вы живете гарантией предсказуемости и надежности. А тут надо быстро. Мы не умеем быстро. Черт побери, как вам объяснить? Ну не умею я быстро, что вы пристали ко мне. Вот, почувствуйте это, почувствуйте, как вы выглядите для него, и вам будет легче принять его вот это состояние. Люди, которые умеют мыслить будущим и целями, они часто негодуют. Ну, им тяжело дается, что своя правота у человека с анальным вектором. Он стоит на своем намертво. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не попросит. Это про человека с анальным вектором. Этот варяг, он пойдет на таран, даже если впереди скала. Если анальный человек взялся отстаивать свою правоту, всем пока, пиши пропало. Это тяжело тоже с этим смириться, надо искать подходы, а эти подходы тяжелые, они забаррикадированы. Хорошо, хотя они есть. Вот. Но тоже как это принять? Надо почувствовать опять состояние анального человека и найти в этом тоже плюсы. То есть это же основа его стабильности. Это основа его гарантии по жизни, его правота, что он держится за нее. И, кстати, кого так бесит правота, вы точно совершенно недооцениваете инертность окружающей среды. То есть у вас есть много косяков на тему того, что вы ожидаете, что как-то все будет легче и быстрее, чем вы ожидаете, да? А люди, таких же много, да? То есть вы неправильно учитываете свойства среды. Это ж не один человек вам такой попался, их много. Ну и развивающие люди, конечно, тяжело имеют дело с негибкостью анального человека. Анальный человек не гибок. Он примерно как старая задубевшая кожа, да? Вроде когда-то было мягкое и эластичное, а сейчас как кирпич по свойствам. Тоже надо понять, что не все развиваются вперед. Некоторые граждане развиваются вглубь, понимаете? То есть анальный человек развивается не вперед, он не меняет одно, другое, он не растет в деньгах, но он развивается в глубину, он лучше познает свое дело. То есть он стоит на месте, да, но он все глубже, он пускает корни во все стороны и все лучше и лучше овладевает своей темой. Найдите вкус и смысл в этом. И анальный человек посмотрит вам в глаза и улыбнется. Так, друзья мои, 22:50 по московскому времени. У нас есть 10 минут
А я могу поотвечать вам на вопросы по этим двум векторам. Вот. Ну, напишите мне, поймали ли вы для начала два вектора. Сегодня у нас были кожный вектор, мастер действия, анальный вектор, мастер качества. Вот. Напоминаю вам, что если вы поймали серединку, да, то есть основное переживание, то все остальное очень легко ловится, да. Все остальное очень просто. В каждом векторе есть плюсы, минусы, то есть у каждого вектора есть своя функция, цель, то, что он вам дает. Вот. Вот. Поэтому посмотрите, понаблюдайте, увидьте это в себе, увидьте это в других. Как реализоваться человеку, имеющему два этих вектора одновременно? Но надо сначала в векторах хорошенько поразобраться, да? Потому что я же сказал, у нас по 5, по 6 векторов. В больших городах даже больше по 6, чем по 5. Вот, поэтому, ну, это практически у всех, да? Я думаю, что вы обнаружили в себе и кожный, и анальный вектор, да? Просто у кого-то доминантный один, у кого-то другой. Редко, когда вы встретите человека либо без кожного, либо без анального вектора. Ну, редко, реально. Редко. Как реализоваться? Они совмещаются и довольно неплохо. То есть надо просто каждый из них направить на свое, да, то есть анальный вектор направить на семью, на профессионализм, кожный вектор направить на адреналин, на зарабатывание денег, и не менять их местами, да, то есть не надо строить семью по кожному, а бизнес по анальному. Это капут и семье, и бизнесу. То есть надо правильно расставлять приоритеты, но для этого надо сначала почувствовать сами вектора. Так, пойду сверху. Все, вы остановитесь с вопросами, я уже, тут их много накидали, я отвечу на те, что есть, потому что они у меня съезжают все время, когда добавляются новые. Значит, так. Жаль, что чистых векторов нет. Да нет, слава богу. Круто, скажите, как реализоваться? Так, два вектора, это я прокомментировал. Да, не понял, стоит ли кожнику пытаться показать, как заработать в этой жизни анальнику, или не стоит начинать? Не надо начинать это. Не надо начинать. Анальный человек никогда не поймет кожного человека, если у него нету кожного вектора в дополнение. Это невозможно. Это примерно как рыбка никогда не поймет кошку, а кошка никогда не поймет цаплю, а цапля никогда не поймет жирафа, а жираф никогда не поймет крокодила. Это исключено. Это разные существа. Так. Человек из одного вектора может ли перейти в другой вектор? Может развить другие качества? Да, конечно. Если у вас изначально есть и кожный, и анальный вектора, скорее всего они у вас есть, и кожный, и анальный, то надо развивать оба. Только еще раз расставьте приоритеты. Да? То есть развивайте в профессионализме, в глубине, в качестве, в семье, в отношении к родителям, к супруге, к детям. Развивайте одни качества. И качество анального вектора, мастера качества. Развивайте в бизнесе, в спорте, в состязательности, в ощущениях, в адреналине свойства кожного вектора. Да, то есть комбинируйте их в зависимости от того, чем вы заняты в конкретный момент. Поставьте разные цели. Не рассматривайте себя как цельную личность.
Потому что внутри у вас, вы же слышите, комментатор у вас внутренний работает, да? Вот друг приходит попросить деньги в долг. У вас с одной стороны мысль, что ну, отдать, это же друг, да, по анальному. А с другой стороны по кожному, а вдруг не отдаст, да? Ну, то есть у вас есть вот это, ваш внутренний комментатор занимает разные позиции, да? То есть что он озвучивает? Он озвучивает голоса разных векторов. Так вот, не дайте им спорить, расставьте приоритеты. Соедините их в правильные комбинации, тогда они не будут спорить, да? У вас внутренняя политика наладится, будет не разрыв, а склейка. Для кожника деньги как самоцель – это нормальное желание? Ну, нормальное, в принципе, да. Лучше самоцелью иметь состояние воина. Вот это самая крутая цель для кожника. Но, в принципе, деньги сойдут для начала. По-любому, как бы, без состояния воина деньги ведь и не заработаешь, да? Правильно? Так. Друзья, вы не добавляйте сейчас вопросы, я уже все равно на больше не смогу ответить. И у меня все время сбивается, и я не могу найти следующий вопрос. Так. А это близко к архетипам разведчика-крестьянин. Нет, это не к этим к архетипам близко. Архетип кожника – это воин. Это воин или торговец. А архетип анальника – это ремесленник, мастер. Крестьянин – это другой вектор, а разведчик тоже другой вектор. Возможно ли совмещение этих двух векторов в одном человеке? Конечно, конечно. Так оно чаще всего и бывает. Так. Как убрать кожно-анальный конфликт? Рассказал. Где можно найти ваши прекрасные ролики по СВП? Мои прекрасные ролики по СВП, к сожалению, сейчас заблокированы. Я вам рассказал историю, да, что после того, как автор от нас ушел, системы Виктор Толкачев, один из его учеников, он стал присваивать это знание себе. Он стал рассказывать историю, как будто он соавтор, хотя это знание на 40 лет старше, чем момент, когда этот ученик узнал это знание. Вот. И он зарегистрировал на себя торговый знак, да, и меня заблокировали из-за нарушения этого торгового знака. Так. Так. Кожу легче поймал, но анальник через ключи зашел. Окей. Как совместить в себе анальника и кожника? Совмещение анальника и кожника вообще, друзья, это смешение. Это смешение. То есть у 8 векторов есть комбинации. Кожно-анальный, кожно-зрительный, анально-зрительный, анально-звуковой, кожно-звуковой. Каждое смешение имеет свой жизненный внутренний смысл. Вот, про это мы с вами про смешение поговорить, к сожалению, не успеем. Я вот, вы же видите, да, я где-то там по часику, наверное, в среднем на каждый вектор. Вот, я смогу вам просто дать, чтобы вы их почувствовали. Все-таки у нас мини-курс. Вот. Я такой, кстати, веду первый раз в жизни. До этого немножко по-другому все это происходило. Но все здесь не охватить. Я думаю, что вы это понимаете, естественно.
Так, так. Если у меня включилось состояние кожи, и я понял и хочу так жить, значит ли это, что кожа у меня ведущая? А диагностика у нас будет с вами на 3-й день. Выделите время, не забудьте, приходите. Будет интересно. Будем 3 часа заниматься диагностированием. Вот. Ну, разберемся там с доминантными векторами, я на вопросы вам поотвечаю, как диагностировать одного, как другого. Про сексуальность Наталья уже рассказать не успею, уже заканчиваем мы. Это большая тема, прям сексуальность. Если кожника заносит натягивание одеяла на себя, когда свои интересы выше всего и даже самого святого, как его гармонизировать и возможно ли его раскрыть в лучшую сторону? Да, кожнику, чтобы развить кожный вектор, друзья мои, нужно иметь проект, через который вы реализуетесь, через который вы зарабатываете. То есть нужен прям проект, да? Вам нужна ваша маленькая битва, через которую вы будете расти над собой, через которую вы будете реализовывать все свои кожные свойства. Так. Мы на этом с вами закончим, на самом деле. Пора уже, у меня уже, видите, голос сел, на самом деле. Я давно не говорил, а вектора, они как бы, ну, они требуют... большая нагрузка на голос, особенно если ты этим не занимаешься все время. Вот. Они требуют такой большой амплитуды. Значит, мне очень интересны ваши отзывы, поэтому я бы их сфоткал. Если вы сейчас напишите в чат, я буду вам очень-очень благодарен. Как вам вообще это мероприятие? Как вам наш такой мини-бесплатный тренинг вот с ознакомлением с этой системой? Понравилось ли вам? Поняли ли вы это? Было ли это для вас полезно? Что самое полезное вы для себя сегодня вынесли? Что было нового для тех, кто уже знает вектора? Вот, я для вас потанцевал 3 часа. Буду благодарен, если вы напишите пару фраз на эту тему. С удовольствием почитаю. На этом все, друзья мои. Завтра в 8 вечера я презентую вам еще 3 вектора. Это будет вектор зрительный, звуковой и оральный. Звуковой, зрительный и оральный. Глазки, ушки и рот. На этом все. С вами был Вячеслав Юнев. Пока-пока.